Have a nice stop flight. Hello everyone. Don't be surprised to see me with my bicycle here. It still is winter, it's cold enough, and the bike is only as a decoration here. And this is just a little intro for the bigger movie about our bike trip and friends we did earlier this year. Most of you have probably already seen it as a series on my vlog YouTube channel. As a holiday present to you, we decided to join all the episodes into a whole movie, so you wouldn't need to search for the next episode. We hope that you enjoy watching it. More than that, we would like our English-speaking friends to be able to understand it too. And for that, Alexei. By the way, Alexei is here. Alexei, say hi. Hi. So Alexei did a great job and added English subtitles here. Anyways, thank you, and I hope you enjoy the movie. Don't forget about your likes, thumbs up, and please leave your comment. Have a nice bike ride with us and have fun. Поездит он. Мы отправляемся в велопутешествие. Хочется зелененький тоже попробовать. Будете круассаны? Да. Я делаю себе коктейль. Улиточки. Страшнее, что мы будем делать в бретонском лесу. Доброе утро, любимый Париж. Доброе утро всем. Хорошо. Ух, еще совсем утро. Ну, а любое утро должно начинаться с завтрака, а в Париже завтрак должен начинаться с пекарни. Вот туда. Хочется зелененький тоже попробовать. Deux pains au raisin et deux croissants. Самая любимая французская выпечка — круассан и пан розан, улитка с изюмом и заварным кремом. Как они хрустят. Все. Очень хочется спать. Но покой нам только снится. Дефус. Туда? Выходим из парижского метро. Вот, пожалуйста. Сегодня начинается наше мега-путешествие на велосипедах. Вот, собственно, все наше с нами. Мы отправляемся в велопутешествие. Туда нам, да? Куда? Все, мы заблудились. В 300. Обниматься? Да Привет, подожди. привет. Вот. Сейчас не на камеру. Где эти сволочи? Вон там. Мы идем получать велосипеды. Париж еще только-только просыпается. 8 утра, суббота. Само собой, все еще спят. Давай, заходи, бонжур. Анна Мария, Анна. Тестирование велосипедов идет перед тем, как взять. Обкатка. Сборы. Подготовка. Веломастера. Веломастера. А если что, у тебя есть, да, вот этот набор ключей, например, если седло? Не волнительно, Очень волнительно, очень волнительно. Надо все учесть, ничего не забыть, а то потом в бретонском лесу Где-нибудь. Моя карточка залог на 4 велика. Что он там? Страшнее, что мы будем делать в бретонском лесу, если вдруг что-то с великом. Вот, отлично. Теперь нижнюю вот эту закручивай. Плотно-плотно. Почти готовы двигаться. Ну что, все готовы? Девочки ответственные в шлемах, а мальчики безответственные, без шлема. Да, немножко ответственные. Я тоже ответственный, пусть я без шлема. Все, что нужно, прикрутили. Пора на вокзал, в поезд и в Нормандию. Ехать по Парижу и снимать вот так вот не очень удачное мероприятие. Где-то потеряли часть команды молодости нашей. Едем к вокзалу Сен-Лазар, откуда уже поедем к отправной точке нашего велопутешествия по Нормандии и Британии. Что вы там? Где вы там? Я дорулил до вокзала, но, как оказалось, один. Только до него дорулил, все остальные где-то потерялись. Или я потерялся. Нет, на вокзале. Ну ладно, сейчас буду искать. Все нашлись, все на месте.
Лизьё. Лизьё нас ждет. Лизьё. 11:10, да? Но пока у нас даже есть время выпить немного кофе и съесть какую-нибудь французскую булку. Гуляшка. Да. Или, как Гуляшка. Саша говорит, гуляшка. Гуляшка. Или это Инга так Это говорит? Инга говорит. Да, Инга говорит. Буляшка или огушка? Это Инга. Саша говорит французскую. А круассаны? А круассаны? Может, нам надо круассаны сначала поесть? Путь они опять объявят за 5 или за 3 минуты, как всегда. И мы будем Какой вагон? нестись, а я не знаю, какой у нас вагон. А там вело, наверное, пара вагонов только, а может быть даже один. Купили булок, поезд там, загружаемся. Едем в разных вагонах, нам сюда, да? Нет, это первый, но второй. Еще пойди втащи их, да? Повесить надо, поднять, повесить. Что-то нам помощь нужна или справить? На вагон, прикинь, спать. Возьми ценный груз в виде булок. Так, а тебе... Оп. Закатили. Все. Прицепили. А бумажки с... Здесь вот бумажки. Сели. Надо вести подсчет круассанов сегодня. Второй? Вчера Нет, вчера еще вот третий. Уже на третий пошли. Ехать 2 часа, пока можно и поспать. В Канаде сколько у нас сейчас? Как раз ночь глухая, время для сна. Мне кажется, что 2 часа мне прям поспать. Все, пока спокойной ночи. Ночь глухая, скажем, про таких людей, как ты, которые спят в берушах. А где же курочка в фольге, яичко, огурчики? Как-то это не по-нашему, без курочки. Рецепт круассанов под видео. Да. А тем временем мы почти добрались до отправной точки нашего маршрута на будущие 12 дней. И эта точка Лизьё. Да. Вот так вот едут наши велосипеды. Купили в это наши сумки, наши мы. Добро пожаловать в Лизьё. Сейчас будем ехать. Сейчас будем ехать, да. Можно вот так вот рюкзаки приматывать к багажнику, можно вот так вот сумки привесить. Лизьё. Абсолютно безлюдный. Из серии «Город в имя». Ну, такой достаточно приятный, симпатичный собор. Что, прям печет? Ну, не знаю, печет он или нет, но пиццу продает. Нашли автомат с пиццей За 3 минуты делать пиццу. вендинговый. Прикольно. Че, он прям делает ее? Ну, наверное, разогревает, там, наверное, замороженная она. Круто. Да. Вот. Сколько нам открытий чудных. А мы едем в Анфлер, да? Скажите привет! Небольшая остановочка. Прикупить воды, изотоника, ну и какой-нибудь батончик, чтобы ехалось веселее, так как до еды нам еще пару часов. Вот чем мы сегодня бодримся? Фиговыми батончиками. Такие пауэрейды мы разбавляем водой и фигачим в питьевые системы. Пауэрейд, я еще раз повторяю, вы мне денег должны. Я делаю себе коктейль. А все думают, что ты вино туда заливаешь. Бутылочка пауэрейда нет. Бутылочка пауэрейда 500 миллилитров на 1,5 литра воды. И получается такой бодрящий коктейль. А рецепт будет под ссылкой? Да. В смысле, Список всех ингредиентов вы найдете под видео. Подробный рецепт в блоге. Ставьте лайки, пишите комментарии. Такие, пожалуйста. Как прекрасно. Погода сегодня отличная. Жарковато немного, но на велосипеде с ветерком прям супер. Красота. Такие поля. Специфика Нормандии, Британии в том, что здесь есть горушки. Но не прям одни горы да пригорки, но имеются. Вот, собственно, начались первые подъемы. Но тем более, что мы пока еще так и не встали, не вышли на официальную велодорогу. Для того, чтобы сократить время до Анфлера, движемся по обычной автодороге. А гор и пригорочков здесь зачастую побольше. Я поднялся, жду остальных. Ух, ну и жарко сегодня, конечно.
Очень жарко, мне кажется, градусов 30. Все прям льется. 3 ручья. Нет, 5. Я говорю, жарища адская, да? Ух. Холм. Очередной холм. Ух. Я мокрый, как не знаю кто. Ну, привет, привет, холмы Нормандии. Вас-то нам и не хватало. Температура воздуха где-то 30-35. Самое то забраться в горку. Как известно, чем выше ты поднялся, тем краше вид. Смотрите, как здорово. Горка практически уже освоена. Официально первая горка в этой поездке. И это не конец! Я думал, что это закончится зона пикника. Блять, оса! Ты уйди от меня! Оса! Танец поддержки. Инга едет. Инга едет, все едут. Это не дорога, это жопа! Штухать, да? Светки тоже танец, она, может, не видела. Приветственный танец! Официальное название этой дороги — говнога. Жопога! Добрались до прекрасного городка Онфлер. Онфлер. Въезжаем. Как хорошо. Прекрасный городок. Мы были здесь в 2009 году и прям влюбились в этот городок. Сегодня заехали сюда совсем ненадолго, чтобы, во-первых, вернуть вот те приятные впечатления, но, во-вторых, поесть. Очень есть хочется. И, как всегда, мало времени на все, да? Хочется вот прям вот, думаешь, вот прям сесть, просто сидеть и там наслаждаться, смотреть, потом еще погулять пойти, потом поесть, потом еще посидеть, потом где-нибудь выпить там сидра какого-нибудь. Ну, нет. Да. Пару-тройку раз мы приезжали, устрицы нам понравились здесь. Очень мало времени, а? Нужно прям на каждый такой городок один день как минимум. Городки на расстоянии 20 километров, и каждый из них достоин того, чтобы там провести, ну, как минимум день. Это двумя неделями не обойдешь. Вообще нет. 2 месяца. Налепили прекрасных городов, называется, Это да? ни совести, Ни стыда, ни совести нет никакой. Да, Ингусь? Ну, надо сказать, что Онфлер такой достаточно туристический городок. Из таких маленьких городков нормандских, наверное, самый туристический. Здесь прям всегда много народу. А мы вот там ели, в Гиппокампе, помнишь? Надо посмотреть, что там сколько стоит. Знаешь, цены, которые были 10 лет назад, они отличаются от тех, которые мы ощущаем сейчас. Ну, красота же. Красота же. Наслаждаться. Идем наслаждаться. Едой, видами, Онфлером. Нашли местечко для обеда-ужина. Что-то среднее, потому что пока 5 часов. И впереди еще дорога. Такой весь старенький, такие все домики. Домик на домике буквально в рядочек. Красивый. Очень жарко. Сейчас, подождите, я к вам присоединюсь. Давайте. Чин-чин! Ой, как же это прекрасно. Ой, так не пролить. Переносится небольшими мышками. Нормандскими. И пума. Так, у нас здесь креветоны. Алёша взял паштет. А у Лёши паштет. Мы с ребятами второй раз уже делаем поездки. А по отдельности уже не второй даже, а больше. Почти Да. все время по Франции. Первый раз в регионе Нормандия, Британия, на великах первый раз. Вот, и еще вместе. Вообще. Балуемся морепродуктами. 12 дней прям вообще. Я себе дал обещание, ну хотя бы дюжину устриц съедать. Ну ладно, полдюжины. Возьмем сегодня на ужин хотя бы. Возьмем. А я дала обещание каждый день пить сидр.
Мы вот сегодня, мы щас возьмем. Уже Саша уже Про это саботировал. два хузе. У нас можно Нет, отказаться. мы возьмем сидр сегодня. Конечно, у нас еще вечер. Вечером обязательно сидр. Мы тоже вчера с вина начинали, закончили сидром. За тебе принесут в пакетики обычные. Нам принесли второе. Че я ржу? Рыба, кстати, да, не сказал. И мидии с картошкой. И вино еще. Мы взяли. Фонарики. Теперь понятно, почему ржу. Фонарики. От обеда ужинали. Двигаемся в сторону Давиля-Трувиля. Еще два прекрасных городка в Нормандии. Здесь прям вечер только начинается. Хорошо. Конечно, заехать в Honfleur было отличной идеей. Но дело в том, что чтобы... В общем, от Honfleur до Давиля-Трувиля горка на горке, горкой погоняет. Сил не осталось практически вообще. Ну, только если на дюжину устриц и на сидр. Вкусный нормандский сидр. Ну, а вокруг по-прежнему красота. Смотрите, какие дома, практически замки такие. Какой-то пляжец Honfleurский. Там имеется. Такой легкий, мухи везде. Легкий дополнительный дискомфорт создает то, что мы сегодня так и не выехали на официальные велодороги, которые как раз очень комфортны для езды на велосипедах, соответственно. Мы едем по обычным автодорогам, не каким-то суперскоростным шоссе, обычным таким небольшим региональным дорогам, но скорость на них все равно 70 км в час. То есть машины проносятся мимо, и нет возможности ехать как-то вместе, расслабленно разговаривать. Поэтому сегодня такой день на преодоление, ну, такое небольшое. Но это первый день велопоездки. Так часто бывает. Сначала такой сумбур, потом все устаканивается, ты привыкаешь уже к ритму, к каким-то дискомфортам, в том числе и к ужасно болящей, начинающей пока еще болеть попе. Сильнее всего будет болеть она завтра. Ну и когда едешь в горку и не крутишь педали, это прям кайфос! Смотрите, какой красивый замок впереди. Были бы волосы, развивались бы назад от ветра. Но горы до пригорки, подъемы расслабиться не дают. Снова приходится накручивать педали. Кстати, вот в продолжение того, что я сказал про автодороги, французские водители с очень большим уважением относятся к велосипедистам. Сегодня нам ни разу никто не посигналил. Даже тогда, когда дорога была настолько узкая, что мы замедляли все по ней движение. В общем, никто не сигналит, никто тебе не орет, никто тебя ни за что не ругает нецензурной бранью и прочими нехорошими словами. Блях, муха, как же тяжело подниматься в горку. Ну, в общем, ехать все равно по французским даже автодорогам очень комфортно. Доехали до Трувиля-Давиля. Ура! Мы приехали в Трувиль! Ей! Все пошли заселяться, а я на улице сторожу наших железных коней. Так круто бывать в тех местах, в которых уже были и которые произвели на тебя такое сильное положительное впечатление. Скорее надо в душ и туда, к океану. В общем, надо гулять. Которая первая, самая неожиданная. Освежились, взбодрились, да? Мы бодры, веселы. И идем куда-нибудь к набережной. Поздороваться с океаном. Все уже тусят, едят, тоже хочется. Снова накрутили себе аппетит. Маленький курортный городочек. Очень похож на многие другие
приморские, какие приокеанские курортные городки. Традиционно здесь колесо имеется. Проходишь мимо всех этих ресторанчиков, и живот начинает так подтягивать, да? Мне кажется, мы там найдем что-нибудь. Выбор такой большой. А? Запах моря, океана. Там какая-то туса. Все-таки, конечно, озеро это хорошо, красиво, иногда даже берега нет, как у моря. Но вот этот вот восторг, который ощущаешь, когда находишься рядом с морем, с океаном, он как-то не сравним даже с самым большим озером. Ракушка. Такие мелкие-мелкие ракушки, которые еще не превратились в песок. У вас обнимашка? Вечерний... Привет, океан. Точнее, это Ла-Манш. Вот это вот все. И Холодно. красота. Просто красота. У нас поиски еды. Как всегда, важно, чтобы было, ну, предположительно, вкусно, относительно недорого, и чтобы люди были счастливые внутри. Чин-чин. А у меня? У тебя с камамбером, да? У меня с ракфором, а у Леши по-нормански с сидром, сливками и грибами. А у Светы было улиточки внутри. Тут еще какая-то вот часть вылезла. Мы квелые, обожратые. Достаточно. Отпитые. Ну не даст, ну как, Я ну так, наконец-то чуть-чуть попила подпитые. сидр. Ну, вообще, да. Подпитые. Вообще, третью не будем. Спокойной ночи, да? Малыши. Все. До завтра. Обязательно нужно обниматься. И отправили куда следует. Все, что говорит, я могу вам сделать, может быть, сэндвичи. Мы такие, да. Креветули, устрицы, сидрец. На берегу сосиска, сосисон. Доброе утро. Доброе утро. Мы находимся в прекрасном городке Трувиль в Нормандии. Вот, идем завтракать. Еще язык не шевелится. Ну, Пау-Резан здесь выглядит симпатичнее, например. Может быть, чуть-чуть подорожен, я не знаю, но однозначно симпатичнее. Завтракать нужно французскими буляшками. Вкусными буляшками. Буляшками. Инга, чем можно завтракать? Французской выпечкой. Буляшками. Так, что мы сегодня имеем? Пау-Резан. И, конечно, круассан. А что у вас там? Белок. Хруст французской буляшки. Вот сегодня прям круассаны отменные. Денек сегодня обещает быть прям прекрасным. Говорят, что через пару дней здесь начнутся грозы и дожди. Вот, значит, нужно наслаждаться сейчас. Выезжаем из отеля. В прямом и переносном смысле. Ритуальное оцепление рюкзаков. Прям отличная сегодня погодка. Сегодня воскресенье, народу уже с утра пораньше. Здание мэрии такое красивое. А вот там казино. Там такое красивое казино. И чем ближе подъезжаешь к берегу, тем интенсивнее запах. Как я его люблю. И хоть вода здесь достаточно прохладная, народу на пляже всегда много. Я бы сам с удовольствием окунулся. А может быть и окунемся, так как сегодня наша дорога будет пролегать в непосредственной близости от воды. Я думаю, что удержаться будет сложно. Вот такая красота. Пляжи Нормандии, конечно, это что-то такое очень масштабное, что-то такое грандиозное. Абрикосы. Саш, ты прямо, я знаю, хочешь целую коробку. Помидоры. Такие помидоры, мне кажется, они очень Дело вкусные. в том, что в Канаде вообще нет вкусных помидоров. Зашли прогуляться по местному рыночку выходного дня.
О, как думаете, вкусная уже клубничка? Черешня такая знатная. Искусство, предметы искусства. Какое-то прекрасное занятие ходить по рыночкам. О, да. Хотелось бы с собой купить кальвадос. Я, во-первых, в Хабаровск бы повез. Сыры. Два блюда, да? Bonjour, monsieur. Bonjour. Merci. Bonne journée. Vous avez merci, au revoir. С утра будешь сидр пить, да? Прям буду с утра. А он еще прохладненький, хорошо. Ой-ой-ой. Инга, посмотри, он прям утренний, свеженький. Его прямо из свежих холодных яблочек вы это сейчас высидрили. Чтобы с утра, с самого утра, все были добрыми, приветливыми, чтобы все друг друга любили, заботились друг о друге. Обязательно нужно обниматься. Все. Обнимашки. Все, теперь все хорошие. Да. Смотрите, пораньше, утречки за 6 евро дюжина. Вообще есть и за 5, да. 10 самые дорогие устрицы, 10 евро. Самые дорогие устрицы. Ой. Merci beaucoup. Смотри, какая красота. И ножичек дали, и лимончики. Сейчас устроиться поудобнее. Вот такая у нас красота. Креветули, устрицы, сидрец. Красотища. Ой, как же прекрасно нам, а? Как же все это прекрасно. Моя первая в этом сезоне, в этом году и вообще за сколько лет. Нормандская устричка. Лимончиком обязательно. Вот так. Тринь. Чуть-чуть. Съежилась. И отправили куда следует. Это прям очень вкусно, скорее ешь. В 10 утра вообще не устричное время, да? Я не очень люблю устрицы, редко очень их ем, но Сашечка мне приготовил, отказывается грех. Прям глотать? Да, прям. И я так. Так, устричка пошла. Ну как? Хороша? Ну, иногда можно. Иногда можно, в 10 утра. Да. Какие же невкусные сволочи. Спасибо море, океан, что есть устрицы. И креветон. Волшебство. Настоящее. Просто красота. Проехали по мостику и оказались в городке Довиль. Вот они так по соседству находятся. Довиль-Трувиль. Правда, Довиль — это такой респектабельный городок. Очень красивый городок. С очень красивыми домиками. В таком нормандском стиле. Красивыми очень отелями. Он такой прям нарядный. Когда мы были здесь первый раз, мы прям несколько часов посвятили только тому, что гуляли по городу и разглядывали эти прекрасные домики. Здесь прям такие виллы, мини-замки. Красивые. Цветные минибюсы. Приятно поддувает ветерок, сдувая немного жару. Слева отель Le Normandie, о котором в своей песне Патрисия Каас, да, пела? Отель Нормандии. Такой красивый и очень-очень дорогой. Я думаю, что говорить не нужно, что мы там не жили. Хотя в Довиле все-таки останавливались, но в отеле поскромнее. Заехали на знаменитый Довильский пляж. Здесь вот есть вот такая вот линия таких люксовых кабинок. Привет. Вот, например, здесь кабинка Робин Райт. Вот, пожалуйста, Инга, ты здесь сегодня останавливаешься? Да. Энди Гарсия, Рон Ховард. А ты где? У кого? Смотри, какая Сара Джессика Паркер. В Довиле в конце лета традиционно также проводится кинофестиваль. Звезд здесь может быть не меньше, чем на Торонском кинофестивале. Можно эту кабинку также зарезервировать за собой. Если вы хотите немножечко почувствовать себя Сарой Джессикой Паркер или Мэттом Деймоном, то Довиль может вам это позволить. Там просто вообще не Сара была в этой кабинке. Совсем не Сара. А как вы думаете, звезды-то здесь жили когда-то в этих кабинках? Мы только что здесь останавливались. Ну, кроме того, что... это реклама.
Не, мне кажется, что все-таки были. Ну так, прошли я думаю, и вот что- так вот сделали. Не, Может быть, да. зашла туда Сара Джессика Паркер, хотя бы трусы переодела. Ну а чего? Обман, везде обман. Ну а что, они могут вот так вот использовать имя Сары Джессики Паркер? Я, кстати, не мог выговорить дорого. Сара Джессики Паркер. Мгм. Они не могут, она придет сюда и скажет: вы чё, ребят, в смысле? А вот так вот сделать. А люди прям плещутся уже в воде. Надо сказать, купаться здесь это не для слабовольных. Температура воды крайне низкая. Я помню, мы были здесь в августе, да, в конце августа. И мы просто гуляли здесь босичком по воде. И чуть не отморозили себе ноги. Как же это прекрасно! Выпить с утра кофе с круассаном. Потом пожрать устриц, выпить сидра. И ехать вот так вот по Франции, по Нормандии. С одной стороны море, с другой стороны красивые домики. Так приятно ехать в таких условиях. Хотя мы опять оказались не на велодороге, а на обычной автодороге. Но удовольствие никак это не уменьшает. Мы находимся вместе. Прохождение. Инги через Гринвичский меридиан. Происходит слияние Востока с Западом. Светка идет на обгон. Тур де Франс. Какая прекрасная площадь. Немножко горок не помешает. Дорога с кодовым названием «Да ну нахрен» или «В баню», если вы не выражаетесь. А что ты грустный такой? Не было такого. Раньше такого не было, понастроили. И мы хотим забраться на самую высокую гору Нормандии. Вот так это иногда и происходит. Не ты на велосипеде, а буквально велосипед на тебе. Не могу дальше идти. Сейчас на скорости, а потом сейчас подниму. Ой, как люблю я это, да? Нам этого не хватало очень. Представьте, я бы сейчас вниз скатился и еще раз подниматься. Классно, да? Мы очень любим подниматься в горку. Света, ты обожаешь горки? Да. Как сильно? Больше 6. Слушайте, ну посмотрите, какой вид, а? Какое море, океан там. И там красивый, и здесь красиво. Инга, что ты хочешь? Нам вот туда. Так они и катили велосипеды до самой Британии. А сегодня кто-то говорил вчера, что у нас будет спокойная, вообще ровная езда. Может, мы договорим. Вообще не говори. Ходьба никто не обещал ровная. Так вот, чего бы не хотелось, сейчас забраться на эту гору, потом с ветерком спуститься, а потом забраться на такую же. Мы сели на велосипеды, а налево куда, вверх? Да. В тупик? Ну давайте попробуем, это же для машин тупик. Я, говорит, не хочу туда ехать. Ну, поехали сюда. С ветерком вниз! Но еще не факт, что мы правильно едем, там тупик. Как будто физкультура. Может, мне вас здесь подождать? Вниз ехать? Короче, я спустился до середины. Еще неизвестно, спускаться ли надо дальше. Страдать ли всем, или мне только наполовину. Птички поют. Вообще красота. Ну, как вы видите, пока я стоял, слушал пение птиц, ситуация изменилась. Нужно снова разворачиваться вверх. Но мне, по крайней мере, хотя бы полпути. Извините. Я тебя остановила. Ты меня спасла. Надо было мне вас все-таки выше ждать. Продолжаем уверенно двигаться вверх. Куда уж еще, казалось бы. Кручу педали, кручу. Вознаграждены крутейшим спуском с ветерком.
Кайфос! Супер! И так уже, наверное, где-то минут 10. Ну ладно, 5. Очень круто. Вот это было кайфово. Правда? Да. Юху! Вот лавочка ждет нас, чтобы мы передохнули и девочек дождались. Прямо у мэрии. Вон они, наш МЧАТ. Это было круто, да? Прям с ветерком, так вух! В течение 5 минут буквально можно было педали вообще не крутить. Скажи, Инга, ты не покидал тебя мысль о том, что тебе придется обратно забираться на все вот это? Ты видел холмы вдали? Лёш, в этот момент нужно просто расслабляться и кайфовать, а не думать, что придется забираться. Не нужно портить кайф. Скажи, это был кайфоз, да? Послушай, что Светочка скажет. Можно информ-минутку? Так, Мы проехали 17 километров. сейчас, секундочку. Сегодня нам ехать 73. Ага. 73? Как 17 проехали? Только Потому что мы там шелупались в этом говне 3 часа. Шелупались в поэтому этом я говне. предлагаю сделать перерыв все-таки, когда мы половину где-то проедем. Давайте, я согласен. И сейчас уже будет вообще вдоль моря все время. Внезапно какой-то красивый городочек. Нам, наверное, налево, Свет. Нет? Нам еще 50 километров. А Светка какой берет? Кафе Ули. В туалет набрать воды? Обычная такая табачная ловчонка для того, чтобы выпить кофе и набрать питьевые системы водой, наполнить. Приятного кофепития. Ты что, бабушка Эмма? Мы проехали Соседка такая. 20 километров, впереди еще 50. По плану на этой точке, ну типа полдня, мы должны были проехать уже 35. Ну, не проехали. Ну не проехали. Не, подождите, ну мы чуть поздновато выехали, но мне кажется, мы кайфанули так хорошо, посидели там, поели креветок, выпили сидра, устриц поели. Все хорошо, мы в графике. Итак, мы едем уже второй день. И первый раз мы едем по такой прекрасной, полноценной велодороге. Наконец-то, вырулили. Прекрасный маленький городочек, Кабург. Ну как маленький. Нормальный городочек. А впереди океан. Красиво. Фотка немножко подпортилась, но красиво. Все равно. Пляжи Нормандии. Такой прям бескрайний пляж. И такая прекрасная велодорожка. Ой, да что, мухи летают везде. Ой, Света заскрипела. Нужно подзарядиться фруктиками. Торопись, покупай живопись. Bonjour, месье. Bonjour, messieurs, dames. А что, кто что хочет? Vous voulez manger quelque chose de frais, vous voulez quoi? Закупка фруктов. Я, конечно, извиняюсь, но так приятно посадить попу на что-то, кроме велосипедного седла. Здесь абрикосы. А ты тоже можешь их на бумагу сидеть. Перерывчик на фруктике. Прекрасно. А клубничка такая прям, как это, как вот дачная, да? Не такая, как калифорнийская, которая прям супер сладкая, а такая прям свеженькая такая, да? Но половину так и не проехали. Нет. Простите, что я занудствую. Да. Информируем информацию. У меня, говорит, есть дыня. Дыня холодная. Холодный из холодильника, по вкусу как арбуз. Генно-модифицированная, скорее всего, конечно. Да. Он сам генно-модифицированный. Но абрикосики не французские, испанские, но очень вкусные. Нас не вырвет. А? Что не вырвет? Это что не испанские. А, нет, не вырвет. Должно? Испанские? Как испанский? Ну вот это уже называется нормальная выделенная велодорога. Когда мы отдельно, машины отдельно. Мухи, как говорится, отделены от котлет. Или от чего там, да что, ну не от глаз, блин, они лезут прям и в рот, и в глаза. Твари. А ты что там кривлялся? С ветерком! У-ху! Поле глютена. Уф, пшеница.
колосится. Что-то какое-то бездорожье вдруг образовалось. А вообще проезжаем какие-то сельскохозяйственные угодья. Там пшеница, здесь не знаю, тоже что-то колосится. А вот это что такое мохнатое? Это рожь? Красиво как. Такая мохначеская, да. И она еще так шумит. Алеша делает бумеранги. Красиво. Пожалуй, да. Жалко, что еще не сезон, и нельзя еще что-нибудь сорвать, там что-нибудь стащить, какую-нибудь вкуснотень. А, Что? не очень вкусно. Да вкусно пахнут цветочки. Да вкусно. Немножко размяться и пройтись у пляжа очередного такого какого-то, я не знаю прям, как слово подобрать, могучего, великого пляжа нормандского. Один из мемориалов, посвященный высадке в Нормандии. Называется «Пламя». Здесь вот выгравированы имена погибших. Ну, наверное, отчасти как раз и эти события добавляют все-таки нормандским пляжам такое драматичное настроение. Все-таки, как ни крути, если знаешь историю, это место ассоциируется не только и, наверное, не столько с пляжным расслабленным воздухом, с пляжным расслабленным отдыхом, а с такими событиями, которые ведут как раз туда, к Второй мировой войне. На месте этого моста находился мост, который называется Пегас, который был захвачен в первые минуты высадки в Нормандии 6 июня. Важное место, оставшееся с того времени. Но оригинальный мост сейчас перенесен на место мемориала, который находится здесь недалеко. А здесь выстроили новый. Все сказал, что она настолько голодная, что она и здесь хочет поесть, но здесь есть только такие сосиски. На берегу сосиска, сосисон нормандская с картохой. Курица по-нормански. Курица по-нормански, сосиска тоже, пиво сидр. Чин-чин! Пиво по-нормандски. Мы такие от перекуса до перекуса, от одного до другого. Нам еще впереди 30 километров. Всего-то. А времени? 5 часов вечера. 5 часов Как вечера. уже так 5 часов вечера? Да не знаю, дни летят, как вообще просто. Чайки где-то там орут. Такое все многослойное. Небо сгущает краски. Даже небольшой дождик собирался, но пока что-то пронесло. Океан. А вот здесь вот виллы с видом на океан. Здорово было бы так пожить. Вот в таких домиках вот здесь вот, да? Инга, пусть отправит запрос во Вселенную. Красиво, конечно. Что тут? Ничего не скажешь. Жить вот так. И они такие все разные, эти замки. Ой! Пипец! Аккуратнее вот там. Чуть не, да. Очень важно много пить в велопоездке. Вот у меня 1,5-литровая система. Это уже второе заполнение. То есть 3 литра прям вообще улетают. А впереди еще 15 километров всего. Так мы до ночи не доберемся. Светка выезжает из дыры. Ищи люги. Какой-то очередной прекрасный маленький городочек. Совершенно безлюдный. Вы легли делать разминку? Делайте разминку. Это свечу поднимать. Руководить. Светка все уже обессилила. А там дальше. Отпускай. Ноги поднимай. Тяни. Выше тяни. Плохо тянешь. Лягу в бассейн И буду шансонеткой в и гарнире. буду пить сидр. Ну там, знаешь, сидра всего бутылка. Очень быстро закончится, учитывая, как мы пьем сидр. А я буду Это ты. посасывать. Его тебе хватит ровно на 5 минут. Так, ну-ка, где вы там? Помашите. Привет! Милейшая деревенечка, в которой мы сегодня найдем пристанище. Это она уже, Свет, или нет?
Нет, это не она, это не та деревенечка, в которой мы найдем пристанище. Ой. Ой. Меня пугает, что мы едем вниз, а потом придется опять ехать вверх. Горы и холмы под конец дня. Это прям то, что нам нужно! В общем, все очень красиво. Солнце светит. По картофельное поле, где нам, скорее всего, на ужин придется набрать картошки, потому что ближайший общепит где-то очень далеко. Ну, вообще, охрененно красиво. Посмотрите направо. Посмотрите направо, друзья. Это ж так красиво. Очень красиво. У нас здесь. Вот так. Windows. Вокруг ни души, ни машин, ни людей, только мы, орущие. С горки! Вот ради таких моментов и хочется ездить в велопоездки. Это же просто какой-то нереальный кайф. Ты тащишься куда-то в гору, у тебя силы уже на исходе, и тут ты видишь вот свое жилье вот там вот в деревне, и несешься к нему с горки на всех парах! Уху! Просто кайф. Приехали? Ну вот видите, тут На минуточку. Вот как мы ищем отель. Отель без адреса. Так, окей. Что тут у нас? Фаса, Иглис, Пранк, Розарю, Дюк. Ну, мне кажется, это мы уже сделали. Нам как бы вот здесь. Лес, как бы, она уверяет, что он не поможет нам. Кто что делает? Вкусно? Вкусно. Я тоже понимаю. Мы ищем свое жилье, свою виллу сегодняшнюю. Так, и чего? Ну, как туда войти-то? Вон там, наверное, вон. Смотри. А, вот, смотри, велотына, вот. Слушайте, Форт Боярд какой-то. Да. Наконец-то часто Реально. Надевать аквариум с жуками на голову. Вот здесь код. Свет. Какой код? 16. А потом кнопку, Она... маленькую черную кнопку слева от кода. Да, все. О, Какое какой из них нужно? Тут много ключей. А тут написано. Hello. Bonsoir, bonsoir. C'est sympa. You have the courtyard for you, but you have the garden too. Какой прекрасный у нас коттеджик. Вот этот весь наш на сегодня. Такой чудеснейший совершенно. Вот такая прекрасная спальня. Там у нас душ сейчас занят. Здесь такой уголочек. Камин даже имеется. Привет. Запись прервалась. А Инга так хорошо пела. Инга, можно еще раз? Вот, у нас здесь вот Ингуся уже расположилась, читает литературу какую-то. А здесь наш тайный дворик. Ну, прекрасный дворик. Здесь Слушай, дворик шикарный. да, если повезет с погодой, то мы завтра здесь будем завтра. А смотри, какой здесь цветник. Если не будет грозы. Ой, там голые мужчины уже туда. Красиво. Так, а что у нас здесь? Здесь у нас бассейн. О, здесь. Так, вот здесь. Здрасте. Здрасте. Только ничего ты его закрыли. Давайте. Все, Светка ушла ко дну. А сейчас еще десяточку. Возьму не десяточку, 2. У нас получается биатлон. Ну, а потом побежим. А побежим? Велосипеде. Ой, прохладно немножко. Я вы-то натренированные такие, знаете, прохладным бассейном. А я люблю такой, чтобы теплышко было. Там вообще очень глубоко. Сидели такие, думали, ну, как-то мало мы сегодня проехали. И решили проехать еще. И вот мы едем по красивой дороге, голодные. А до закрытия ресторана, ну, минут 20 минут максимум, да. Ну, может, хлеба хотя бы дадут. Ну, да, если что, если что, будем просить хотя бы сырную тарелку. Хлеба с сыром, с ситром и с мясом.
Ну хотя бы да. Как только что катушка парад. Гадина. Прям мерзкая гадина. Ага. Ну, в общем, история такая. Мы доехали до ресторана с такими прям задранными ценами, но он типа здесь вообще один. Время позднее, во французской глубинке, если ты не успел поесть, то ты не успел поесть. Но еда-то все равно хоть какая-то есть, хоть там что-то можно было бы взять на вынос. Спросили. Хозяйка ресторана прям так: нет, на вынос нет. А ресторан закрыт у нас. Фу. Такого приключения в истории велопоездок еще не было. Знали бы мы поели там до того, как в отель ехать. Мы что-то как-то не предполагали, что вот это вот херотень будет. Ну там какой-то большой дом, да, что там ничего нет. Магазин какой-нибудь, заправка, что они... Никакого сруса. Если их ножор пробивают, да? Ну там покурили, например, чипсиков купить где-то надо. Очень есть хочется. До завтрака терпеть, да? Ой-ой-ой-ой. И мы съели и батончики, и ничего не купили, а что ж такое, а? У меня есть пол-фруктовый. Что есть? Ну, пол-фруктового батончика. А, у Инги есть ментос, если что. У нас есть витамин В. Он такой, большие таблетки. Ими можно наесться. Ну, в общем, мы бедненькие, несчастненькие. Ездим по этому городу, в котором ничего нет. Налево отель, Свет. В отель, говорит, Инга, налево. Мы ездим несчастненькие, бедненькие по этому городу. Не можем найти себе еды. Ну, в общем, мы зашли в отель со Светой, с жалостливыми лицами, буквально такими. Мы очень хотим есть, большая проблема. Девушка пыталась посоветовать нам в 3 километрах какое-то место. Ну, неизвестно, работает оно или нет. Вроде как там типа много народу, в 3 километрах, да. Ну, и потом мы такие уже бум-бум. Смотрим на ее конфетки. Она все, что говорит, я могу вам сделать, может быть, сэндвичи. Мы такие, да. Такая, но у меня почти ничего нет, Нет, только жамбон, фромаж, да. Слушай. Вот. Ну, может быть, Ну, мы сейчас, конечно, спросим, сколько там. Ну все, случилось волшебство. Мы нашли еду. Ну, причем такого нормального размера, да, сэндвичи? Да, ой, хорошо. По 3 евро за сэндвич вообще. 2 пакетика чипсов. И плюс еще 2... Это бонусом, да? Да. Да, и бонусом 2 пакетика чипсов. Вот, пожалуйста, кафешка нас ждала. Пошла это? ну все достаточно сразу. Все сраное, да, такое. Ладно, давайте на стульчиках сидеть. Это Какие Светин. холодные сэндвичи. Ой, то есть стулья. Это Ингуся. Такие сэндвичи будете Это любить, Лёша. кстати, большие. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Вот такой вид. Масло у вас А? еще. А вот это масло Мы нету. спасены. Есть масло. Есть. Мы спасены от голодной смерти буквально. В общем, сегодня день приключений. Прекрасно. Может, в помойке порыться? А ты не наелся? Я наелся. Ну все. Теперь в отель, Чаю. чаю и спать. Хочу чаю аж очень сильно. Будьте добры к людям, которые голодны. Да. Тогда к вам тоже будут добры, когда вы будете голодны. Как Но тамада. это не Не точно. будьте как тамадам. Матерные слова. На всякий случай, пока-пока. Вообще, слушайте, какой кайфос. Горы и пригорки. И сейчас завершение всего, и цепь порвалась, прогнившая. Жрать хочется неимоверно просто. Торт, смотри, какой вкусный. Говно. Говно. 4 говна, реально. 4 говна. на колесах. Наше утро очередное. Идем завтракать. В деревеньке тихо. Только птички поют. Красота. А это наш сегодняшний завтрак. Буляшки, джемы, конфитюры. Здесь сыры, яички, муха уйди, и прочие прелести. Вот такая красота. Наш собирается. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, девочки. Кофеёк. Дзинь. Вообще, какое же доброе утро, какая же красота. Ты распереживал. Как это хрустит прекрасно. Круассаны вкусные. Круассаны, да, прям такие хрустящие.
Я очень люблю творожный такой сыр. В Португалии он вообще нежнейший. Света, ты попробовала уже конфитюру? Да, Это тебе какой? я попробовала очень вкусный малиновый, очень вкусный сливовый. И сейчас пробую Вот это какой-то желтый, персиковый, да? абрикосовый. Малиновая вкусная. Слушайте, а птички как поют прекрасно. После вчерашнего голода мы просто не можем оставлять еду. Это грех. Еда нам не простит и больше не придет. Вчера она такая, ну ладно. Ой, вот солнышко выглянуло так красиво. Ребенок появился с собакой. Слушайте, я все равно надену тайцу, мне так холодно. Завтрак окончен. Нужно идти собираться и в путь. Ну, Светка уже готова. Прекрасный городочек какой. Не, на солнышке прям хорошо. Тепло уже не холодно. Че, мерзнешь? Мерзнешь, волчий хвост. Иди. Пора в путь-дорогу. Очередные 80 километров. Ой, какие шмели завелись. Ой. Деревенька уютная у нас сегодня была. Такой везде уют и красота. И снова в путь по прекраснейшим местам Нормандии. Какая красота вокруг, а! Сегодня надел оранжевые очки, стекла поменял на оранжевые, а у них вообще все просто как-то супер красиво, супер ярко. В общем, если хотите фотофильтра в жизни, надевайте оранжевые очки. Такие прекрасные замки по дороге встречаются, маленькие замочки. В каждой деревеньке, в каждом городке есть свое такое кладбище с часовней. Вот какой красивый, уютный домик. А вот здесь тусуются представители еще одного популярного во Франции вида отдыха. Трейлерный кемпинг. Тоже хочется как-нибудь попробовать. Привет, океан. Вот здесь вот еще один монумент, посвященный высадке в Нормандии. 37 тысяч солдат-союзников, 55 тысяч немецких солдат умерло в процессе битвы Нормандии. Большинство вот этих вот нормандских пляжей, они так или иначе, там мемориал, там мемориал. В связи со всем этим у меня и такое неоднозначное ощущение здесь на пляжах Нормандии. Совсем, ну, нет какого-то такого релакса, как, например, в Провансе на пляжах. Они такие места памяти. Здесь тоже план высадки. Когда они выдвигались с Англии, видишь, вот эти зоны, и здесь уже устраивались и двигались в сторону Франции. Мост, который мы вчера проезжали, Пегас. Вот он. Машин военных здесь просто, ну, просто очень много. Все готовятся к празднованию годовщины. Какая-то такая Очень тихая, да. Да. День памяти, потому что, ну, я бы не сказал, что это как-то выражено здесь в каком-то всеобщем веселье. Да. Все очень тихо, и даже, ну, в каких-то местах ты прям разговариваешь шепотом, без какого-то обломба. То есть, да, это день, который привел тоже к победе, но это такой прям, ну, страшные события, страшные дни были. Очень много людей погибло. Все именно приехали, чтобы вспомнить. Здесь находится музей, посвященный высадке. Вот здесь вот, собственно, изображено то, как это происходило. Если хочется что-то из последнего посмотреть про эти события, очень советую Кристофера Нолана «Дюнкерк». Такой мощный фильм. Конечно, холмы заскучать не дают. С утра пораньше, чтобы взбодриться, разбираемся на очередной. Ну, честно говоря, выбора-то особо нет. Здесь их так много, что объехать просто невозможно. Объезжаешь один, опираешься в другой. Ну, в общем, забираюсь в очередную горку. И нам повезло. У Алексея порвалась цепь при взбирании на очередную горку. Никогда не берите, вообще не подходите даже близко к Джепетто и Вело в Париже.
Несколько раз они нам давали очень хорошие велики, а потом, видимо, решили, что мы уже лояльны и дали нам Говно. 4 говна, реально. 4 говна. на колесах. Ну ладно бы, знаешь, если бы еще как-то это, то у одного расхлябан руль, у другой тормоза скрипят так, что просто их за километр слышно, и подножка расхлябана. Фонари не работают, да. И сейчас в завершение всего и цепь порвалась, прогнившая. Хорошо, что случилось это недалеко от города. Будем надеяться, что там есть какой-то веломагаз. Фух, будем надеяться. Ну, теперь нужно найти какой-то гараж. Где? А, вон гараж. Ну, давайте сюда попробуем. Ну, у нас вроде как вариантов нет. Давайте сюда подкатим, попросим у них. Как бы это... А? Тут как бы пока что-то закрыто. Еще один вариант спасения – туристический офис. Попробуем спросить здесь. Единственный гараж на весь город закрыт с 3 по 10 июня, то есть с сегодняшнего дня. Причем в воскресенье он работал, когда все гаражи были закрыты и вообще все было закрыто. Ну, есть какой-то типа веломагаз или велопрокат вот там, вот, за гаражом. Странно, что никто больше о нем не знает. Сосисочки, да. Но сейчас как-то совсем не поднимается аппетит. Да ничего, все хорошо, мы сейчас что-нибудь придумаем. В конце концов, Меня бесит. нужно... Меня бесит, что она дала нам такие велы. Это- Какого хрена? это я, За говорю, что деньги, мы не должны... просто дала. Минуточку. Депозит за каждый велик 500 евро. Это велосипед. За 500 евро нужно потратить, чтобы его, в нормальное состояние привести. Чтобы он не ломался каждые 5 минут. Я хочу заметить, что такие испытания обычно происходят тогда, когда их совсем не ждешь и когда они совсем не нужны. У нас сегодня не самый простой день в плане того, чтобы добраться до точки. Помню, у нас выбила спицу в колесе и начала крутить его 8-кой. Тоже в тот день, когда мы должны были проехать больше 100 километров. Ну ничего, сейчас все разрулим. Ну вот, пожалуйста, магазин, в который нас послали в туристическом офисе. По понедельникам работает с 5 вечера. Так, тоже не вариант. Машину и довести до Байо. Вот это... Велом? Ну вот, в какую-нибудь эту военную машину. Короче, похоже, у нас появился шанс на спасение. Мы когда ехали сюда, поднимаясь в очередную горку, видели пару пожилых французов, которые прям по самое не хочу были навьючены сумками. Ну, соответственно, у них-то точно должен быть полный комплект. Прям видно, что долго едут. В общем, случайно сейчас их встретили в городе здесь, догнали. И вроде как нам помогут. Фух, будем надеяться. Là, tu passes en dessous, là. Attends, non, en dessous. Честно говоря, это какое-то волшебство. Прям волшебство. И пусть после этого кто-то мне скажет, что французы не милые. Merci beaucoup. Фух, ну, все хорошо, что хорошо кончается. Правда, это, конечно, скорректировало наш сегодняшний график. Цепь починили, пока временно. Сейчас нужно заехать в спортивный магазин, купить новую, чтобы не случилось подобного приключения. Ну, блин, ну... Теперь у всех есть небольшой страх, что цепь может рвануть на каждом велосипеде. Поэтому сильно на пригорках педали никто не крутит. Птички поют красиво. Красиво, ага. Это тяжело, но очень красиво. Вид просто бомба. И океан. Дорога в небо. В такие моменты уже забываешь обо всех неприятностях, которые произошли. Все хорошо, что хорошо кончается. Поле с маками. Птички поют. Красиво как. Какое-то просто маковое безумие.
Красота какая, да? Вообще. С ветерком вниз. А там коровы разлеглись. Му! Ой, привет, вы дружить хотите? Все, вот так смотрит прямо. Нашли себе подружек. Или... А, это все друзья? Ну окей. Окей. Не, вон так подруга. Вон у нее вымя. Молодая подруга просто. Еее! Саш, скажи привет. Привет. Колышется красиво. Бескрайнее поле ржи. И мы такие едем. Нашли дерево с черешней. Она прям гроздями вон она. Класс. Ну хочу с веткой тоже. А как тогда тут не достанешь? Как коротконогий. Вот это мы удачно зарулили. Вообще. Тут столько. Слушайте, какой кайфос. Вкусно вам? Очень. Сколько много. М-м. О, вот эта ветка. Вообще красота. Как же это вкусно. Нет, давай. Давай. Как классно. Вообще. Нежданно, негаданно. Урожай. И она, главное, выглядит зеленой. А на самом деле она очень вкусная и сладкая. Наелись черешни вдоволь. Это нам была компенсация за стресс. Вот дорулили до магазина спортивного Интерспорт. Это сеть. И в каждом магазине, как правило, есть велосервис. Меняем цепь. 10 минут, сказали, подождать. Если случилось один раз, значит, может повториться. Тем более, что впереди у нас город до пригорки. Совсем не хочется оказаться где-нибудь в глуши без возможности что-то сделать. Сегодня просто повезло. Светки смазываем тормоза. Леша уже поменяли сеть. Цепь. Поменяли цепь. Сейчас мне руль закручивать будем. Взяли велосипеды, да? На 2. 1,5 дня только едем. Что примечательно, за работу не берут здесь, просто за, как это, расходный материал, за цепь, да. Заплатили 13 евро, все остальное мальчик сделал просто так. День получился такой немного скомканный из-за всех этих неприятностей с цепью. Так как времени у нас нет пообедать, сесть полноценно, у нас пикник. Взяли сидра. А сколько стоит тот? Вот эти хорошие, мне кажется, средний вариант, нет? Какие хотите, возьмите. Хочешь буляшки? Ну, вообще буляшки симпатично. Ну, наверное, мне кажется, лучше сырочки, ветчинки. Хотя, конечно, все красиво. Жрать хочется неимоверно просто. Смотри, какой вкусный. Это ж вообще, там белое, это крем, и это съесть. Вечером устроим себе Вот, смотри, какие маленькие. ветчина, сыр, какие-нибудь помидорки. Как всегда, проблема во французских супермаркетах. Хочется сразу все. Голодные люди такие. Да. Давай возьмем. Сколько нет? 30. Абрикосиков можно взять. Какое-то не подгнившее. Берем фиги. Какой-нибудь мягенький, да, сырочек взять? Ну, симпатичный. Антанс мягкий и интенсивный. Так вот этот вот берем козий и еще Какой-нибудь круглый. и какой-нибудь кругленький. Вот этот? Такая больше. Да. Взять пару или одну. Одну. Давай одну такую и, может быть, возьмем какую-нибудь Белых. Хотел взять гораздо больше, чем мы взяли. Давай еще колбаску шрапу возьмем. Ну как вкусно пахнет здесь колбасами. Сон сеш, ты супериор. Разбегаются глаза, хочется все. Хочется все и сразу. Да. Дико голодные, хочется жрать. И как Леша сказал, это как та груша, которая висит, нельзя скушать. В сумках полно еды, но мы при этом дико голодные. Ну вот, каждому по столику, да. Ну, это вот значит, кто ищет, тот всегда найдет. Так, у нас что сегодня? Помидорки. Пахнут вкусно. Вкусные очень помидоры. Ветчинка. Светин любимый сыр. Угу. И козючий сыр. Фиги у нас. Французские абрикосы. Поехали. Сидор местный, боев. Местный сидр дегустируем.
Пахнет ваш сидр вкусно. Отдельное прям удовольствие в велопоездках. Это вот такие вот пикники. Не всегда удается куда-то заехать. Ну, иногда просто банально не успеваешь. Потому что во Франции, в французской глубинке все закрывается после обеда в 2. В 2 уже все, никто никого не накормит, да. И вот остается такой вариант, но он ничуть не проигрывает вообще. Когда осталось совсем чуть-чуть, и тебе кажется, что вот оно счастье, близко, рядом, отель, или как его там, Шамбурдот. Как появляются горы и пригорки. Очередной случай, когда ты тащишь велосипед, а не он тебя. А между тем, какая-то приятная и абсолютно безлюдная деревенька встречает на вершине холма. Часовня, кладбище. Понастроили, ага, что не могли внизу строить, что ли? Озверели. Потихоньку приближаемся к месту нашего сегодняшнего ночлега. Bonsoir, Алекс. You're from Canada, right? Yeah, from Canada. Goes from Russia. This is very old, but the building we've just finished. Okay, but minibar. Комнатка вот здесь. Такая симпатичная. А здесь душ. Ой, как чудесно. Привет! 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 Был готов к тому, что мы сейчас приедем. Ну да, наедимся сосисонов с сидром и ляжем спать. Думаю, ну ладно, как раз нам завтра вставать ранее. А тетенька нам приготовит киш и салат сейчас. И сидр здесь дешевый у нее. Угу. И нам никуда не надо ехать искать. И просто сосисонами обходиться не придется. Все прекрасно. Ой, там две кошки. Ой, смотри, там, да. Хорошие какие. Привет. 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 Ты такой красивый. Ох, мурчащий какой кот. Хороший. Хороший кот. Красивый мальчик. Ой, какие у тебя лапы красивые, сильные. Вечер без сидра в Нормандии не вечер. Нет, это цикорий. У нас сегодня тут киш, салатец и сидрец. Ну, давайте. А завтра нам вставать в 5 утра. Спокойной ночи. Все, мы спать. Сегодня надо пораньше, так как вставать завтра тоже очень-очень рано. Спокойной ночи. Ну или там что у вас? Пока-пока. Забрались в какую-то хрень. Самые любимые гуляшки. А югонщица, слышу я вслед. У нас сборы. Опять гора, опять. Так что ешь свой жир. Ай, твою налево прицепилась. Уйди отсюда. Так, что день грядущий нам готовит. Прохладно достаточно. Петух горланит. Сегодня очень ранний подъем. Проснулись в 5 утра. Впереди нас ждет поезд, чтобы преодолеть небольшое расстояние. А потом снова километров 70 пути. Сейчас надо позавтракать. Угу. Доброе утро! Представляешь, сейчас на велик ехать. Кто-то тут спрашивает в комментариях, жопа не болит? Болит. Очень. Но вообще, обычно первые 2 дня, но тут что-то подзатянулось. 3-й день, а она все болит. Голоса еще у всех сонные. И мы сами все сонные. Но впереди у нас много всего красивого. А еще нас до вокзала подвезут. У нас сегодня, как это, хлопушка Любятова. Еще раз. И у нас еще сегодня скрамбл эг. Выпечки нет, потому что очень рано. Хозяйка
этого прекрасного дома над нами сжалилась и согласилась нас подвести, точнее предложила сама подвести нас до вокзала. Ну потому что крутить 10-15 километров сейчас прям совсем с раннего утра. Ой, фло. Покатили. Все, засовываемся. Хам. Попу мне пощемил. Вообще. Ну вот так мы сегодня выезжаем. С тобой как эти, знаешь, в кузове мексиканцы, которые нелегалы. На самом деле это мы все время так путешествуем. Да, нас видели на фотосессию. Такие так останавливают нас с точкой. Так, выходим, фотографируемся, ребят. Чтобы лицо красное было. Еще используем спреи, да? Для потючести и красноты. Мы могли сами распаковаться. Я схватила за эту ручку. Да, могли быстро распаковаться. Так, секунду. Ага. Мы не доехали бы, мне кажется. Да? Ну, или бы мы охренели. Ну, мы не знаем, мы ехали. Ну, во-первых, горы, во-вторых, мне кажется, достаточно долго. Ну, как в... И мы просто бы гнали. Нет, наверное, мы бы доехали, мы просто бы гнали как ненормально. И это было бы еще, ну, 6 утра. 8.5-2-8.01. Мне кажется, будет веловагон просто. Скорее всего, стоянка будет минуты 2, поэтому нам нужно будет... Надо будет, чтобы кто-то один принимал. Да, два принимали, два подавали. Два принимали, два принимали, два подавали. А мы находимся в городке Сен-Ло. Скользячку мы его проехали, что называется. Ой! Все, сели. Здесь велики привесил, а здесь присел такой. Ну все, мы успели и едем. Так, конечно, гораздо удобнее подвешивать велосипеды, чем в том вагоне, в котором мы ехали до Лизьё. Ехать час. Хочешь спать, хочется. Во французских поездах существует разная система штрафов. В общем, в зависимости от того, насколько вы честны, честны, да. Если вы сразу скажете контролеру о том, что у вас нет билета и едете на маленькое короткое расстояние, вы заплатите всего 10 евро. Если вы едете до 300 километров и начинаете спорить с начальником поезда, что у вас есть билет, а у вас на самом деле его нет, вы платите 150 евро. Есть билет на балет, на трамвае летание. У нас сборы. Инга. Выходим? Ранний утренний час. Мы едем в поисках кофе и буляшки по какому-то городку, название которого я даже и не знаю. У всех хорошее настроение, мы бодры, веселы. И мы нашли буляшки. Буляшки. Это же невозможно, я хочу все. Пан-Резан размером с голову. Да. Это же прекрасно. 2 пан-Резан? 2 круассана? 2 круассана. Не, хочу круассан. А мы в табаке возьмем кафе. И там столики есть в табаке. Тут вот так вот грести прям сразу в рот. Макарошечки, пироженки. Все это свеженькое, все это прекрасно. Все это такое чудесное. Купили буляшки, идем в табачную лавку. Буляшки, вон они, да. Идем в табачную лавку, взять кофе. Ну и там мы присядем, там, по-моему, столики есть. Вот. Табачная лавчонка. Здесь мы и присядем. Размерчик ты, да? Вообще, конечно, лебедо у тебя огромный. Второй завтрак, тарталетка с винем. Это какая? Ну, круассаны, понятное дело, буляшки. Пан-Резан. А у Инги там пипито. Вкусно? Как твоя тарталетка? Отменная? Мерси. О, прям, да, круассаны прям вообще достойнейшие. Вот такие хрустящие, ага. Рецепт круассанов есть на сайте Cook and Time и на канале. Ссылочка. Где? Под видео. А что не показываешь? Там. Вот прям после круассанов вот это вот самые любимые буляшки. Где? С изюмом и заварным кремом. У нас тут друг пришел. Сын подружился. Привет. Му!
Надо по-французски с ним. Нет, ты сначала скажи «Бонжур». Бонжур. Му. Comment ça va? Опять гора, опять гора, опять у нас гора. Чтоб булки растрясти, уже пора. Чтоб булки растрясти, пора. Чё, крапива? Колючая проволока? Забрались в какую-то хрень. Проехать невозможно, можно только пройти. Инга, пи***. Говорит, мне смертельный. Окей. Осторожно. А, блядь, они колючие все здесь эти. Инга, я здесь не пройду. Ай, твою налево прицепилась. Уйди отсюда. Так, кого? Тихо. Что, 10 велодорожек? Как тут пройти? Да, я знаю. Ай, блядь, меня уколола в ногу эта падлака. Ну, очень хорошо. Очень приятно. Ох, Инга. Вот это. Это как это искусственное животное. Не бойся, хорош, не бойся. Привет. Атансьон мутона здесь. Вон они пасутся, они вкусные. Барашки. Привет, барашки. Что-то я их распугал, по-моему, да? Да. Они такие, да ну нафиг. А мы все ближе и ближе подбираемся к Мон-Сан-Мишель. Вот та точка за мной, вот она. Это Мон-Сан-Мишель. И нам туда. Вот туда. Конечно, самое кайфовое — это вот так вот слетать с горки быстро-быстро. Но для того, чтобы слететь, нужно сначала на нее забраться. Мы забыли с утра обняться все вместе. Поэтому у нас срочная остановка. Давайте скорее обниматься. Проехали 20 километров. Прекрасно. То есть нам осталось всего сколько? 30? 40. А еще 40? Ну, сейчас только 11, а нам 40 осталось. Давайте еще раз обнимемся. Знаешь что, я подумал, мы проезжали Сидрери, мы не на одну Сидрери еще заехали. Вот, следующий Сидрери едем, заезжаем и выпиваем бутылочку сидра там. Вот. Вот это вот реально уже маковое безумие. Такое целое поле мак. Иду. Я догоняю. Не могу не снять вот такую красоту. Это просто какая-то бомбезная красота. Инга. Ну что, а? Я сторис снимал. Вдруг зачем-то подул ветер и начался дождь. Мы добрались до городка Пантебло или Пантебло. Сейчас бы самое время найти местечко, где присесть на обед и поесть вкусно. И дождь переждать. Вот здесь что-то есть. Ну вот, почти успели не промокнуть. Чуть-чуть подмочили репутацию. А где меню дежур, который за 11,50 было? Et terrine. Oui, et puis... madame. Терин де канар. Сосиска в тесте, сосисон бранш и розовое вино. Чин-чин. Продолжаем. У нас тут курица в грибном соусе и свинина. Свинина. Приятного аппетита. Спасибо. Какие тарелки красивые. Жирные. А мне кажется, очень вкусно это. Мы такую штуку называли корейка. Да. В нормальных ресторанах все, что на тарелке, все должно быть съедобно. Так что ешь свой жир. У нас там дождь. Десерт вот едим. Коротаем время. По всей видимости, пойдем по второму кругу. Потому что ехать, конечно, не сможем. Фисташковый крем и мусс и шоколад. А, еще крем карамель. Начала есть, но изо рта вырвала у нее. Изо рта вырвала, точно. Мусс и шоколад. Фисташковый крем. А выхода у нас нет. В дождевиках. Выходим на дело. Пошли на мокрое дельце. Ну так, слабенько, но идет, да? Ингуся, ПП. Почему ПП? Плащ-палатка. А, плащ-палатка?
Инга. Вообще палатки! Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Ой. Ну как-то мы не ожидали такой подставы совсем. Достаточно влажно. Ну хотя вот там вот где-то видно просвет. А вообще нам еще надо 35 километров докрутить сегодня. Но все равно красиво, что говорить. Даже так. Ну вот, собственно, Мон-Сан-Мишель. Туда нам. А Ингуся сегодня черный плащ. Черный плащ. Ты-та-та-та, он появится. Черный плащ. Снимаю черный плащ. Ну, в смысле, снимаю на видео. Я его еще не снимаю. Черный плащ! Стегну я через. Не, мне там этот вот. Дождь закончился, и снова можно наслаждаться спокойной, размеренной ездой и видами. Ну да, пасмурно, но все равно очень красиво. Угнала у всех на виду, так открыто, что обалдели все. Ни за что ты имей в виду, не верну тебя, бывшей владелице. Я ждала тебя, так ждала, ты был мечтою моей хрустальною. Угнала тебя, угнала, ну и что же тут криминального? Погода часто корректирует планы в таких поездках, это само собой. Важно быстро перестроиться, перенастроиться и не расстраиваться, если вдруг что-то пошло не так. Уважаемые велосипедисты, зрителями был задан вопрос, болит ли жопа в велопоездках? Вообще? Жопа болит, конечно. А как вы хотели? На велосипеде, как на машине? Нет, болит жопа. Потом она деревенеет и уже становится все равно. Сначала она болит. Совсем рядом. Очень красиво смотрится. Даже в отсутствии солнца какое-то такое странно нереальное ощущение. Едешь, вроде такие поля вокруг, а там гора с замком. Так еще драматичненько с вот этим тучным небом. Класс. Помню, в прошлый раз здесь было ощущение такое из-за толп туристов. Ну, прям вообще очень много было. Прям даже невозможно было здесь особо ходить. Ну, потому что лето, видимо, было. Вот такие здесь улочки с такими домиками фахверковыми. Это очень вкусное печенье. И другая французская кондитерка. Очень здесь все дорогое. Открытоны. Вот так это выглядит сверху. Ой, куртки, конечно, вот эти прикольные. Ага. Сколько они стоят? 50 евро. Ой, пастис какой-то синий. А здесь набор арманьяк, коньяк и кальвадос. Самое необходимое. Коньяк, арманьяк и кальвадос. Это солька. А музыка военная звучит, видимо, как раз по поводу годовщины, да? Да. Вот так вот все выглядит внутри. Народу, конечно, опять не протолкнуться. Из-за этого такое очень странное ощущение. Я не очень люблю такие гипертуристические места, несмотря на то, что это очень красиво, но мне кажется, более завораживающим выглядит издалека, чем вот так, когда в это погружаешься, вот в это изобилие исключительно сувенирных магазинов, дорогих каких-то кафешек, закусочных, ну, дорогих в смысле не хороших, а просто дорогих, потому что место очень туристическое. И даже то, что продается в этих сувенирных магазинах, большинство из всего этого можно купить гораздо дешевле, отъехав от Мон-Сан-Мишель чуть подальше. Ну, не знаю, все какое-то такое, какое-то гипертуристическое. Но, а с другой стороны, ну, что поделаешь, все приехали посмотреть на красоту. Вот это вот какое отношение имеет к Мон-Сан-Мишель? Не знаю. Вот, здесь уже чуть-чуть можно вздохнуть, да? Красивый витраж. И аббатство. Аббатство Мон-Сан-Мишель. Мы там были в прошлый раз?
Поэтому сейчас уже не пойдем. Прям такие бескрайние просторы. Очень красиво. Есть какие-то невероятно красивые переходы. Прям можно стоять, зависать и наблюдать за этим очень долго. И вообще никаких тебе признаков там цивилизации на горизонте. Пески эти, кстати, могут быть опасны. В них достаточно легко проваливаешься и утопаешь. Зыбучие пески. В момент прилива все это заполняется водой. Главное успеть оттуда убежать. Вот так не по улицам, там, не по улочкам между домиками, а по стене, по периметру гулять гораздо приятнее, потому как народу здесь гораздо меньше. При этом тоже очень красиво и очень атмосферно. Возвышающееся аббатство. За всей суетой это нравится сверху наблюдать. Мы когда были здесь 10 лет назад, все изгуляли, а сейчас у нас такой краткий визит. Краткий визит, да. Народу, конечно, просто невероятное количество. И в какой-то момент, когда ты в очередной раз оказываешься в гуще событий, это уже начинает напрягать. Уже хочется как-то оказаться в том месте, где людей нет вообще. Даже туалет тут платный, что уж говорить. Спасибо. Мы поехали дальше. Перерыв на колбаски. Сосисон. Сосисончику. Ну, пока, Мон-Сан-Мишель, до следующего раза. Красиво, но очень много людей. В общем, вывод у меня такой. Мон-Сан-Мишель я люблю больше издалека, в отсутствии толп туристов. Тогда он выглядит таким каким-то мистическим, таинственным, великим, красивым. А когда находишься внутри, вся эта таинственность как-то пропадает вместе со всем этим туристическим стафом. Сегодня прям день преодоления каких-то погодных катаклизмов. То дождь, то вот стоило отъехать от Мон-Сан-Мишель, прямо в морду дует ветер. Что ветер-то такой? Издевательство какое-то. Ёлки-палки, зачем этот ветер? И под конец дня вот такая прекрасная погода. Обратите внимание. Ну, хоть под конец. И такие прекрасные мы. Тоже только под конец дня? А? Тоже только под конец дня? Всегда прекрасные. Наипрекраснейшие. Еее. Мы приехали. Бонжур. Нет, это мы отражаемся. Бонжур. Все открыто. Бонжур. Бонжур. Может быть, туда надо позвонить? Туда. Там ничего не было. А вон там. Приехали, все открыто, но никак. Либо это свободно. Может быть, нам нужно подключиться к Wi-Fi, и там указано, где что. Потому что, может быть, она написала там что-то в букинге, какое-то сообщение. В общем, приехали в Шамбердот. Никого нет. Телефоны хозяев не отвечают, автоответчики. Съели печеньки вкусные, которые здесь были. И не знаем, что делать дальше. Ну, мне кажется, надо просто идти и заселяться, и все. Если там номера с ванной, ну, займем, и все. Ну, подождите, давайте посмотрим, где ресторан, может быть, оставим здесь вещи, велосипеды, сегодня поживем. А если они так и не придут, они до 8:30, типа, у них заселение? Мы им напишем записку. Какую? Что Оставьте мы пошли ключи. в ресторан, да. Я живу хорошо. Давайте я еще раз наберу и оставлю сообщение. Кукнули уже давно. Да нет, они 8:0. закрыли свой дом и пошли 9:03. куда-то ужинать. А наш дом они открыли, потому что знают, что мы придем. Ну нет, ну мне кажется, неправильно просто брать и занимать какую-то комнату. Bonsoir. Bonsoir, nous avons deux réservations et nous sommes ici, oui. Ah, d'accord. D'accord. On attend. À tout de suite. Здесь 3 ресторана в этом вот городке. В общем, мы заселились и в срочном порядке едем есть. Потому что
это может опять превратиться в поиски еды. Так как ближайший ресторан в 4 километрах, без велосипедов опять не обойтись, попам придется еще немного потерпеть. Значит, сюда. А зачем ветер-то это? Ой, у меня глаза засыпало песком. А ну? Очень знаменательное событие. Мы впервые добрались вечером до ресторана после Трувиля. 2 дня у нас были такие. Подножный корм. Изучаем меню. И у нас вот такой прекрасный вид. Такая красота. Шукрут, морской шукрут. Капустка. Всякая морская красота. Галета с уткой. А у тебя галета с раклетом. Здесь сидр, розовое вино. А здесь мы. Приятного аппетита. Яблоко смешанное с тестом. Да, татан от шефа. Карамелью И блинчик с карамелью, соленый. Едем в отель. Сытые, напитые, довольные. И вот такая красота в завершении дня. Такой закатец. А югонщица, слышу я вслед. У тебя ни стыда, ни совести, но гоню я на красный свет. На Неве бешеной скорости. Подожди, там еще, по-моему, это... Куда? Я ждала, тебя так ждала. Ты был мечтой моей хрустальной. Угнала, тебя угнала. Ну и что же тут? Криминального! Устрицы, сидр, рыбная косуле с креветулечкой. Автомат по продаже устриц. Устрицы, они манят. Насыщенный морской вкус. Наш улов из очередной пекарни. Галеты с морепродуктами. Достаточно дождливо. Греемся кальвадосиком. В общем, очередную проблему как-то решили. Доброе утро. Добрейшее. Солнышко уже здесь здоровается. Птички поют с утра пораньше. Какая-то отдельная дура там ноет прям. Еще бы часок поспать можно было. Надо собираться в путь. Коровы где-то мычат, недоенные. Такая сегодня красота. Oui. La confiture, c'est abricot et rhubarbe banane. А мы выезжаем из очередного домишки и держим свой путь дальше. Туда, туда, туда. Наш сегодняшний домишка. Смотри, у тебя тут бельевая веревка. Мы могли вещи здесь сушить. Если вы хотите мандыкаться с рюкзаками. Лёша. Я бабушка так говорила, а бабушка плохо не скажет. Вот что у меня тут трясется, ребят. Посмотрите, тут вылетел винтик, и вот это вот так вот уже делает. Сегодня достаточно прохладно. Давайте обниматься. Давайте, Саша, точно обнять надо. Давайте. Ну, она смотрит. Она хочет участвовать. Все. Обнялись на дорожку и поехали. Кто там спрашивал, болит ли? Ни дня без приключений с велосипедами. Если вдруг что-то случилось с велосипедом и рядом нет никакого велопроката или веломагазина, то всегда можно обратиться в обычный гараж автомобильный, который занимается ремонтом машин. Здесь чаще всего можно найти помощь. Да? Или просто потанцевать. Такую металлическую вешалку, вставил ее вот так и закрутил. Потому что шуруп прокручивался, да? Он туда не входил просто. Или там резьба сорвана. В общем, очередную проблему как-то решили с велосипедами. Вообще ни дня, да? Спасибо, Анна-Мария из Джипета и Вело. Никогда не берите там велосипеды. Никогда.
Заметили сидрери, сидроварню. Решили заехать, посмотреть, может прикупить пару бутылочек сидра. А что все такое заброшенное здесь? Это жутковатый вид. Est-ce qu'on peut acheter des cidres? Vous, russe. Oui, russe. Donc, avion Paris, Paris-Bretagne, train. Ah oui. Ça, c'est pour dessert. Et ça coûte combien? 3,50 une bouteille. Вот этот возьмем тогда. Merci. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Bonne journée à vous. Bon courage. Merci, madame. Au revoir. Привет, поняшка. У тебя такая прическа хорошая. Царство устричных ферм началось. Так, ну проехать мимо не смогли. Est-ce que vous pouvez ouvrir les huîtres pour un an? Здесь не открывают. Вот же ножи есть. 3 рубля стоит всего. Что я купить за 3 рубля? И сами будем открывать? Ну, можем. А какой, желтенький, синенький? Сись comme ça. И six comme ça. В общем, здесь не открывают, пришлось купить ножик. 10 креветок стоит 2,5 евро. 2,5 евро. 2,5 евро стоит 10 свежайших розе. Обалдеть. И дюжина устриц 5 евро. Устрицы, они манят. Грех не воспользоваться ситуацией. Дождались, добрались до устричных краев. Запустить острую часть ножа глубже, и вот там у устрицы есть мышца, которую нужно надрезать, и тогда она хобана и открылась. Такая жирная, с грибами какая. Устрица с грибами. Вот так, все. Красивые такие. Так вот остановились возле фермы устричной, магазинчика, и пикникуем. Устрицы, креветки, сидр, ничего. Я разолью вам. Да. Ты уже разлила. Устрицы, сидр, вообще красота. Обычно делается это в металлической перчатке, чтобы ручки свои обезопасить. Мои окровавленные руки. Второй завтрак. Второй завтрак, да, такой шикарный. Сидр какой хороший. Вкусный. Вкусно? Устриц я люблю и уважаю. Особенно вот так. Как же это вкусно. Нашли магазинчик, нашли рядом с магазинчиком какое-то такое местечко. Просто пристроились. Это вот прям одни из тех моментов, ради которых, да, любишь велопоездки. Вот так вот едешь, внезапно увидел что-то вкусное. Для того, чтобы получать удовольствие, а не наматывать миллионы километров. Вот такая у нас случилась остановочка прекрасная. Двигаемся в направлении городка Канкаль. А финальным пунктом сегодня будет Сан-Мало. И там были лет 5 назад. Вот вдоль всей дороги очень много всяких устричных мест. Чуть-чуть отъезжаешь от фермы, в магазинчиках уже на 10-15% дороже. И здесь, конечно, прям устричный край. Вот ты едешь, то одно, то другое место по продаже устриц. То одной, то другой фермы. Канкальские устрицы очень вкусные, очень дешевые. Ну и кроме устриц тоже есть чем поживиться. Вот девочки брали розовых креветок, есть мидии, ну и много других разных морепродуктов. Рыба тоже имеется. И все очень дешево и очень вкусно, потому что очень свежее. Прям на каждом шагу, конечно, всякие эти устрицы. Ну и само собой повсюду всевозможные рестораны, предлагающие морепродукты, рыбу и прочие радости. И устричек, конечно. Вот очень популярны здесь экстрим на таких парусах на колесах по пляжам. В каждой поездке бывают травмы. Кто-то обязательно падает. У нас ингуся сегодня упала. Мы вроде ехали яма и яма. Ну да, я ее видела причем. Поэтому очень важно иметь с собой какие-то антисептики, какие-то средства для обработки. Нужна опытная медсестра. Автомат по продаже пиццы показывали. Ну и как-то удивило, конечно, но не прям сильно. А тут автомат по продаже устриц. Вообще, ну такой первый раз вижу. Тетенька разговаривает. Алкашку можно тоже купить. Бенвеню. Приобрести. В общем, 6 евро, дюжина с лимоном. Если бы они еще открывали здесь сразу, знаешь, чтобы время экономить. Бери, покупай, вот здесь вот дегустируй, сиди себе. Вот здесь типа тарелка присобачена. И нож. Здесь можно в этом аппарате купить. Круглосуточно? Да, 24. То есть можно приехать в полночь и это. Хочешь дюжину купить? Sélectionnez votre casier, puis validez. Validé.
Дали. До чего техника дошла? Вот тебе, пожалуйста, Вот тикет, тебе, 6 пожалуйста, евро. 6 евро. Устрички. Просто мышцу подрезать. Все, да. Прям здесь вообще плато дегустасьон. Ну не сморщивается. Сморщивается, сморщивается. Вкусно? Вкусно. Те помягче были. У этих прям такой насыщенный морской вкус, такой чуть больше йодовый. Какие же вкусные, а? Вообще сплошные устричные хозяйства. Это прям устричный рай какой-то. Для меня прям это настоящее счастье. Не знаю, с поглощением каждой устрицы в организм выбрасывается какое-то невероятное количество эндорфинов. Устричное царство, Канкаль. Место паломничества всех любителей устриц. Очень уж они здесь вкусные и очень уж они здесь дешевые. Такие прекрасные домики. Такое все симпатичное, приятное. Отлив в Канкале. Скоро все это заполнится водой. В общем, решили пойти слопать галету бретонскую, потому как их тоже здесь нельзя упускать. Очень уж вкусные гречневые блины с начинкой. А потом, устрицы повезли. А потом придем съедим купленные на рыночке по дюжине устриц. Нашли прекрасную креперишку с большим выбором галет и крепов. Прикрепили вилы и вперед пообедать. Огромный выбор галет, которые по категориям. Галеты с морепродуктами и грибами, галета с сыром, Галета с сыром. то же самое, и розовое вино. Приятного аппетита! Спасибо. Такая красота. Галета такая прям вся ажурная, такая прям кружевная. То есть там вот какой-то козырь снизу. Здесь вот идет голубой, а здесь вот какой-то идет раблушон какой-то. Камамбер. Камамбер. Здесь устрицы уже по 18 евро. Леша считает, что это несправедливая накрутка. И я с ним согласен. В этом же городе, где устрицы по улице. И после блинов, галет, осталось место для устриц. Идем на рынок. Конечно, устрицы подаются здесь в каждом ресторанчике, но на рынке дешевле. Устричный рынок Канкаля. Рай для любителей устриц. Дюжина по 5 евро, 6 евро. Обалдеть. Еще какие-то плед-шевали есть. Ну, интересно попробовать же надо. Это крёс, они такие пляне. Oui, allez-y, c'est à vous. Allez, bonne route. Au revoir. А вот здесь вся эта красота и вкуснота выращивается. Вообще бескрайние устричные просторы. И здесь же рыночек, где их продают. Во время отлива можно увидеть все вот эти богатства. Вот они, устрицы, припрятаны. А когда приходит вода, все это оказывается, соответственно, под водой. Вот там кто-то навьючивает. Помню, когда мы здесь были 5 лет назад, мы здесь ходили босиком и месили грязь. А потом пошли на рынок мыть ноги. Даже если не есть устрицы, просто сидеть здесь вот так вот, втыкать на эту старую устричную ферму и отдыхать. Остатки былой роскоши. Повсюду валяются устричные раковины. Вообще, конечно, глаза разбегаются. 6 номер 4 и 12 3. Ой. Обратите внимание на цены. От 3 евро за дюжину. Самые дорогие за 6 евро. Merci, c'est bon.
И на рыночке можно заплатить карточкой. Очень удобно. Ah, c'est à vous l'assiette, non? Oui. Alors celle-ci, c'est mieux à la fin. Вообще. Ой, там трагедия произошла. Номер 4. Это плоский. А это номер 3 все. А это гигантская. Гигантесса. Сегодня прям устра-день, да. Это уже, я не знаю, какая дюжина. Светка сегодня была обращена в устричные... Канкальский тут. Канкальский. Поклонницу канкальских устриц. Что ты скажешь своим подписчикам, что нельзя есть устрицы в месяца, которые не наешь? Это полная херня. Это полная ерунда. Сказал херня, что ты редактируешь. Хорошо, это полная херня, скажу я вам, друзья. Все эти разговоры про букву «Р» — это пережитки очень далекого прошлого. Ну, во-первых, это связано с хранением и транспортировкой. В жаркие летние месяцы устрицы протухали быстрее, чем добирались до стола. Во-вторых, считается, что молочные, размножающиеся устрицы менее вкусны, но разводчики, так сказать, научились делать устрицы вкусными в любое время года, вне зависимости от периодов размножения. Ну и когда-то давным-давно устриц почти не осталось, все съели. Был введен запрет на вылов устриц, чтобы устрицы могли размножаться в летние месяцы. Но сейчас устриц так много, и потом они выращиваются в основном все искусственно. Можно есть всегда. А забросано все вот устричными раковинами, вот по этой причине здесь все. Чайка ходит, побирается остатками устриц. Ну, извини, Чайка, целую я тебе дать никак не могу. И завершающая на сегодня устрица. Я думал, ну вчера я говорил, что еще на ужин буду устрицы. Нет, зачем? Саша за один день выполнил план. Это очень вкусно. Но у меня устричный передоз. Спасибо, Канкаль. А мы идем в буланжери, 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 буланжери. Хочу мюсюль или что-то такое. Башхан есть. Вообще, конечно, что тут только нет. Совершенно сказочно волшебная пекарня. Даже шоколад есть. Вот эти можно попробовать штучники. Хочется все. Наш улов из очередной пекарни. Тарт с ревенем, тарт с яблоком и пирожное Пари-Брест. А у Инги здесь ореховое пирожное. Вкусно. Если вдруг вы окажетесь в городе Сан-Коломб, то вот вам, пожалуйста. Дероси, Кристин Дероси, Эндероси. Такое ощущение, что мы здесь были. Как раз было уже поздно, мы ехали, видимо, возвращались в Сан-Мало, был уже закат. Ехали мы, значит, в Сан-Мало, и начался дождь. А там океан, красиво. Встречают нас дождем, ветром, и что-то прохладно стало. Зачем все это? Под звон колоколов мы прибыли к нашему жилищу в Сан-Мало. О. 109 место. On the first floor, open door landing. Квест. Попади в квартиру. О. Замок подошел. Все чистенькое и аккуратненькое. Очень хорошее. Ой, здесь как прекрасно, смотрите. А здесь ванна, да? Да. Прекрасно. А там что? Чин-чин! Да, квартира приятная. Чин-чин! По традиции остаться здесь бы на пару дней. Да, на пару деньков и кайфануть. Мы идем на прогулку по Сан-Мало. Достаточно дождливо. Все в дождевиках. Идем. Старый город Сан-Мало есть. Инга, черный плащ! Они такие наглые. Влетает прям в тебя. Вот мы и проникли. Старый город Сан-Мало. Теперь осталось найти место для двух. Вон их там целый ряд, видишь? Здесь что-то как-то... Что-нибудь здесь предлагают? Зачем же так сегодня дождливо, а?
Мы подмочили себе всю репутацию. Ходим уже промокшие полностью. Ищем, где бы нам сегодня поужинать. Меню за 18,90. Как-то не по-французски, да? Ну там, по-моему, мясо было. Здесь достаточно сухо. Ну давайте, пойдемте дальше. Давайте пойдемте дальше. В общем, мы нашли прекрасное местечко. Сейчас будем есть. Так как мы замерзли, греемся кальвадосиком. Итак, у нас сегодня Салат с горячим шевром, кузин с сыром, моллюски фаршированные чесночным соусом, с петрушкой. 2 раза. И рыбный суп. Это прям очень-очень вкусно. По молчащим ртам видно, что тоже очень вкусно. Тут еще креветулечка. Тут 3 вида рыбы, да? Это рыбное косуле с креветулечкой, да. Красиво, это бавет. Бавет. Ингочка, я знаю, ты хочешь. Нет, я... Слушайте, ну это просто бомбически вкусно, очень вкусно. Бомбически. Прям вообще невероятно. Запеканка со сливами и буляшка с карамелью. На дворе июнь месяц. Холодно, как будто бы... Какой? Ингочка у нас замерзла. Небо меж тем там распогаживается. Может быть, завтра порадует нас. Ну все. Нет, уже не будет сегодня много видео. Все, пока. Насладились красотой. Киш. В сочетании с утренней свежестью. А у нас прекрасный кролик. Супер позитивное настроение. Артишоки. Лосось. Ну как вы поедете? Думай меньше, пей больше. Я типа ее толкаю назад. Это у нас гребешки. Кора ягненка. Кажется, мы 90 километров сегодня проехали. Раннее утро, раннее доброе утро. Увидев в окно голубое небо и солнце, не удержались, вскочили на велики. Операция называется «Застань солнце» или «Сан-Мало с утра пораньше». Вчера мы как-то не на шутку замерзли, промокли. Сегодня прохладно и свежо, но зато солнце и абсолютно безоблачное небо. И нельзя упускать такую возможность. Решили немного прогуляться по Сан-Мало перед завтраком. Красиво. Старый город Сан-Мало окружен вот такими высокими стенами. Это как крепость на берегу океана. И въезжаем в старый город. Внутри крепости находятся улочки с множеством магазинчиков, ресторанчиков, кафешек. Чего здесь только нет. Такие крепости. Ну, вообще Сан-Мало совсем не маленький городочек. Это прям такой полноценный город. И даже старый город по размеру, наверное, не как даунтаун Торонто, но, наверное, как большая его часть. Какая ж красота, а? Утро, океан шумит. Еще прям такая свежесть раннего утра в воздухе. И чайки летают. А что там за замок? Там принцесса дерет. Светка говорит, давай сфотографируй, как будто бы ты в трубу смотришь. Давай секреты все рассказать. Сан-Мало прям прекрасный город, если будет возможность здесь оказаться. Чуть ногу не сломал. Обязательно нужно здесь оказываться. Ну вот там, наверное, можно как-то пройти. Или здесь. Давайте сюда заберемся. Красиво. Есть такое оконце. Уч. Вот такая тут красота. Невероятно повезло сегодня с погодой. Такая красотища, просто нереальная. Саша, какой-то лайнер стоит. Че и в безлюдном таком городе погулять? Вообще бесценно. Такая наглая. Че такая наглая? Один из самых прекрасных городов Франции. По стене, которая окружает город, по периметру можно не только прогуляться, но и проехаться. Вот так. Так вот сверху смотреть на дома, на море. Супер.
Домики натыканы прям как в конструкторе Лего. Такие ты-ты-ты-ты-ты. Ну как же здорово. А какой здесь запах моря. Просто невозможно надышаться. И сочетание с утренней свежестью прям прекрасно. Слушайте, как все-таки солнце меняет все. Вот не тепло совсем сегодня, но благодаря солнцу какое-то просто супер позитивное настроение. А здесь находится старая мэрия, которая уже превращена в музей. Ой, мы здесь вчера были. Солнце практически неузнаваемо. За пределами крепости находится не менее красивая набережная. Как же это все красиво! Просто обалдеть, как это круто! Цвета просто вообще какие-то, да? И вот эти вот дрыны. А что это за дрыны, Свет? Не знаю. Может, тоже часть каких-то оборонительных конструкций? Волнорезы, может, какие? Если вы знаете, что это за бревна, напишите в комментариях. Почему на все не хватает времени? У нас сейчас такое экспресс-утро, так как впереди, ну, наверное, 80 километров пути, причем такого непростого пути по горам, поэтому сильно задерживаться и угуливаться здесь, к сожалению, тоже не можем. В Сан-Мало мы уже были и провели здесь прекрасные 3 дня, наслаждаясь и видами, и городом, и французской кухней. Здесь прям очень хорошо. Прям всем надо-надо. С одной стороны город, с другой стороны порт. Здесь практически со всех сторон порт. Сан-Мало портовый город. А мы едем к маяку, откуда открывается замечательный вид на город. И там вот такой вот вид на город. Красивый, прям полностью здесь видим. Маяк. Мы и прекрасный Сан-Мало. Рыбак сан-малойский. Ну что, глазами поели, насладились красотой, море, небо. Пора и позавтракать. Едем в булочную. Пока, Сан-Мало. До новой, надеюсь, скорой встречи. Вот это я сейчас чуть не свалился. Вот туда. Вот это был бы номер. Так. Царство пирожных, гуляшек, всякой вкусной всячины. Такой у нас на завтрак буляшное изобилие. Круассан с абрикосами, пепето, пармезан, круассан, киш, гуляши, эклер. Выдвинулись. Такая вода такого цвета. Да, очень красиво. Дом такой на берегу, красивый. Птички поют. Хорошо так. Такие просторы. Повсюду какая-то невероятная красота. Очередная милая деревенька на нашем пути. Виляжем по одной из красивейших деревень Франции. Вообще, многие деревни во Франции отмечены такими значками. Ну, это из серии Вильфлюри, цветочный город. И чем город более цветочный, тем больше цветочков на знаке. Есть 1 цветочек, 2 цветочка, 3 цветочка. Просто такая красивая виляжность. Историческая, красивая, живописная виляжность. Приятно, конечно, ездить по таким виляжностям. Вот здесь можно нарвать себе зеленушки на обед. Какие прекрасности, а? Что ж это? И вот так здесь красиво. Ух.
Какая красота. А куда он поехал? Ну вот, началось. Горушки, так горушки. Ух. Крест там в конце дороги. Очень символично. Там мы и поляжем. Нет. Сегодня прям очень живописно. С этими густыми облаками. С ветерком! Привет, лошади! Кстати, берег в этой части Британии называют изумрудным, по аналогии с лазурным. Мне кажется, тут без лишних слов понятно почему. Знаешь, куда смотреть, со всех сторон красиво. Домики эти над рекой, и мост, и там мост, и цвет воды, и небо. Вообще. Вот в таких вот ресторанчиках, при табачных лавках бывает очень часто, можно съесть очень много, очень вкусно и очень дешево. Вот остановились у очередного. Ну, по большому счету, это единственное место в этом маленьком городке, который встретился на нашем пути. Но до следующего 10 километров, а в 2 часа, а уже почти 2 часа, может случиться так, что поесть будет нельзя уже нигде, поэтому надо пользоваться. Merci. Вот такое местечко колоритное. Pour moi de lapin. Начинаем с закусок, как водится. И здесь прям, конечно, полное разнообразие. Чего только нет. Еще есть киши. Вообще, что тут только нет. Салаты, кускусы. Это десерт. Это потом. Сейчас будет обжиралово за 12 евро. Баклажка сидра с вином, с лимонадом, с закусками, потом, по-моему, с кофе, десертом и с основным блюдом. На второе у нас кролик и эскалоп с сыром. С сыром. Да. Вон эскалоп. Вкусно? А у нас прекрасный кролик. Наше безумие не заканчивается. Десерт, сыр. Ну, что одинаковые все десерты. Эклеры, Пари-Брест, Оринго, Зелань. Два десерта. Тарты ситро и эклер. И кофе. Обожратые, но очень счастливые. Ну, мне так должна ли. Свете принесли одной вот эту баклажку литровую. Ну как вы поедете? Нормально поедет, потихонечку. Нормально, на велосипеде. Потихонечку, там велодорога такая хорошая. Нам туда возвращаться нет? Нет, нам туда. Поедем. У меня даже написано все. Думай меньше, пей больше. Ну что ты делаешь? Ты давай жук-навозник с питьевой системой будешь, Лёш. Ну она вылезает вниз, падает. А тебе что надо делать? Ну, я типа ее толкаю назад. Ресторанчики всякие на пути, но есть совсем уже не хочется. Какая красота вдруг образовалась в горку. Такой зеленый лесочек, аллейка. Очень красиво. Ну и после обеда немножко растрясти. А там прям вообще небо сгущает краски драматизмом. Где-то впереди льет прям. Что там? А вот мы и доехали до дождя. И что-то как-то он не по-июньски холодный совсем. Это не очень приятно. Ой, так, мы припрятались от дождя. А где Светуля? Я ее тоже не заметил. Мы спрятались от дождя, ты спряталась в дождевик, а мы спрятались в остановку. Такое прекрасное огородное чучело. Привет. Вот такой вдруг прекрасный лес у нас на пути. Правда, дорога идет в горку, но это позволяет согнать нажратое в дешевом ресторане. Это просто жопа. Честный влог.
честный влог. Когда мы брали велосипед, нам сказали, что гор здесь нет. А они есть. Собственно, мы-то в этом не сомневались. Вопрос очередной в доверии тому, у кого мы брали велосипеды. Такие отливы. Ага, выглядит странно. Завораживающе. Бескрайние просторы отливов. И тишина. И звука практически. Светка заскрипела тормозами. Мы заехали на мыс, который называется Кап-Телель. Здесь вот такие вот странные, прям северные какие-то пейзажи. И такая тропа. В сочетании с этой погодой совсем так атмосферно получается. Какие-то пейзажи исландские или, я не знаю, ирландские. Как фильм назывался? Какой? Джеймс Бонд. The skyfall. Завораживающе. Ну и как водится, как и на любом мысе, здесь есть маяк. Тын. Привет. Привет. Ты как? Ну так. Красиво как. Бескрайние просторы Атлантики. В общем, мы покорители мысов, вершин, утесов. Забрались на гору и теперь надеемся, что поедем без вот этих вот туда-сюда, а прям с горки с ветерком до отеля. Живем сегодня в городке Прихирель. Ехай. Там вообще полная жопа. Такая серая, мокрая жопа. И с ветерком прямо в тучи. Опять из серии «Как перестать останавливаться на каждом метре». Драматичность вообще. А какой адрес? Никого нет. Опять? Опять никого нет. Никого нет. Опять 25. Там хоть открыто было, и печеньки были. Ну, скорее всего, там до 8. Ну, обычно они пишут что-нибудь, если что. Оставляют какие-нибудь записки, а ничего нет. Ошибочка. Тот шамбурдот был не наш. Bonsoir. Nous avons 2 réservations pour ce soir. Vous avez réservé par Booking? Ah oui, tout à fait. Vous pouvez mettre le vélo là si vous voulez. D'accord. À l'abri. D'accord. Merci. Да. Прибыли к месту назначения, кажется, мы 90 километров сегодня проехали. 10 километров, мы же вокруг замка накрутили. Ну да. Здесь салон такой. Ой, как симпатично все. Очень симпатично, да. Вообще, здесь библиотека. Здесь такая прикольная спальня с оконцем. Как мне нравится все. А какая ванна здесь. Ой, оступился. Ой, унитаз прям с это. Можно под звездным небом делать свои дела. Такое прекрасное вообще место, конечно. Вот это ее строение. А мы, меж тем, меняем вид транспорта. Неожиданно. Неожиданно. Короче, такая история. Мы заселились, и милая мадам, хозяйка Шамбурдота, стала обзванивать местные рестораны, их 2 здесь. Они все закрыты, ближайшие в соседнем городке. Когда она узнала, что мы проехали 90 километров, она мило предложила нам свою машину. Просто доехать до ресторана. Вот. Так что вот так вот мы это... Уже 70 должны быть.
Что должны были? Должны были Не быть знаю. Ну, проехали, Этот кап. ну, проехали 80. Да, наверное, кап. Ага. Странно. Такая машиночка. Артишоки. С креветками. И лосось. Такой у нас сегодня ужин. Это закуска. Ужин сегодня у нас гастрономический. Какой красивый. Это очень вкусно. Это у нас гребешки, гребешули и каре ягненка. Нуга глясе. Яблочный микромин. У меня писташка. Какая красота. Шоколад пралине и нугатин. Еще еле двигаемся. Прям завалиться и и спать. Понюхать розу на сон грядущий и спать. Все. Буни. Надо закрывать? Не знаю. Она что сказала? Надо закрывать? Прекрасное у нас сегодня утро. Очень красиво. Погода моментально сдреснилась. 2-3 часа мы будем ехать просто в какой-то жопе. Ничего хорошего. Это полный. Трусы мокрые, все мокрое. Как же это мерзко, а? Жесть какая-то. Пи***ц! Я не могу ехать. Это кошмар. Блин, что ты делаешь? Прекрати! Доброе утро. Сейчас пойдем завтракать. Такое прекрасное у нас сегодня утро. Деревенское. Очень мне нравится просыпаться в таких местах. Хорошо, спокойно, умиротворенно. Настроение сразу поднимается. Идем завтракать. Хорошо так здесь. Красиво. Как всегда. Гуляшки, круассашки, конфитюры, хлеба, огромная мадлен. Ну вот, собственно, приятного аппетита. Прям вообще такие супер снайсные, прекрасные круассаны. Оп. Часы. Красиво. Угу. Да. Даже Ливию. Все, идем. Отправляемся в путь. Вот такой прекрасный домик у нас сегодня. Такие розы здесь прям пахнут, обалдеть просто. Такой прям прекрасный колоритный домик с розами. Вкусно пахнут? Вперед в новый день, вперед в новый день, вперед в новый день, вперед, вперед в новый день. Там Ингуся едет у меня сзади, Светуся, а спереди мчит Лешечка. Вот тут у меня пошел на обгон. Мадам, у которой мы сегодня останавливались, напугала нас тем, что с обеда начнется сильнейший дождь и ветер, который будет сдувать нас с дороги. Ну и, конечно, без горок никуда. Вау-вау-вау, какая красота сегодня и вообще здесь. Виды, конечно, здесь какие-то просто невероятно вдохновляющие. Очень красиво. Как же я люблю море, океан. Ну и вообще вот такую вот большую воду. Мы, похоже, немного потерялись. Кстати, погода моментально сдреснилась. Видимо, чтобы драматизма добавить. В общем, Светка поехала куда-то в одну сторону, мы в другую. Леша потом поехал искать Светку. Давай теперь с тобой договоримся. Если потеряемся, встречаемся возле казино. Вот по дороге едешь, его высоко видно здесь. Леша нашелся и снова потерялся. Светка пока не нашлась. Вообще, моментально погода просто скреновилась. Вот, все,
казино. А Светки нет. Не нашел? Нацепили опять дождевики. И едем на поиски Светки. Потеряшку нашу едем искать. Зачем этот дождь? Ну что? Очень, конечно, неприятно ехать в дождь, что говорить. Удовольствие равно нулю. Ну, в общем, история завершилась благополучно, все нашлись, и мы едем дальше. Свежо и немного прохладно. Волшебный лес. Какой-то старый мост. Акведук колоритный. Море, конечно, в любую погоду вызывает какие-то положительные эмоции. Красивая дорога. Нет больше бирюзового моря, синего неба и солнца тоже нет. Есть все серое. Пи***ц! Это прям жесть какая-то. Прям ливнюга. И мы где-то в поле. Он льет и льет. И конца и края ему не видно. Какая-то полная жопа. Бретонская. Полная бретонская жопа. У природы нет плохой погоды. Жопа. Всякая погода благодать. Бретонская жопа. Дождь или снег в любое время года. Жопа. Надо благодарно принимать. Надо благодарно принимать. Тот, кто придумал, что у природы нет плохой погоды, не был в велопоездке летом в Британии. Это правда. Давайте. Ибица. Ибица, сердце стало чаще. О, блядь. Бывает. А вообще очень красиво. Просторы такие. Когда ты уже весь мокрый, тебе становится абсолютно все равно. У меня уже шорты мокрые, тайцы мокрые, носки мокрые, кроссовки мокрые, трусы мокрые, все мокрое. Ну, понятно, просто какая-то бретонская срань. Это было ум природы некого. Что это есть еще, я бы сказала, оно не заканчивается. Ибица. Скажи, пожалуйста, а как городок по дороге там? Да, городок. Мне просто кажется, что ехать 3 часа, если это, ну, как бы не заканчивается, мы охренеем. Может быть, какие-то передышки делать периодически? 2,5 километра. На какие-то, ну, там, на... Давайте до города. Да, ну а где у нас вариантов? Здесь там никто не сервирует. Ибица, Ибица, сердце стало чаще. Она поймала свое счастье. Под ритмы музыки кружилась и влюбилась. Ибица. Какой-то маленький портовый городочек. Ведутся поиски еды. Здесь есть мули и галеты. Дайте галеты. Перерывчик обеденный. С винишком. Конверт. Галета. С чем у тебя галеты? Ну, небольшие. С Зефом. Нет, совсем не большие. Я не помню, с чем у меня галеты. У тебя галеты, по-моему, с томатами, с анчоусами, с чем-то Да, еще. яйцо, томаты, что-то еще. Я У ничего. меня его светки с сыром, с яйцом, с лордоном, я считаю, с Крестьянское. грудинкой. Крестьянское с сыром. Смотрите, тут вообще просто. Мы так по-скромненькому. А ингуси шикуют, да, у нас. Лешечка спит уже. Проснулся. Устал. Вы замерзли, устали. А там дождь. Спит. Доброе утро. В общем, мы сидим, поели. Сидим и смотрим в окно. И представляем, что нам сейчас еще 30. Давай.
сидим, смотрим в окно. Другого слова тут и не подберешь, так и есть. Хорошо, что нас пока еще не выгоняют из ресторанчика. Так что, ну, как бы мы уже поняли, что в ближайшие 2-3 часа мы будем ехать просто в какой-то жопе. Ну, это просто кошмар какой-то, конечно. Ну, хочешь не хочешь, надо ехать. Дело небо. А? Небо посветлело. Мне кажется, полегче чуть-чуть. Полегче, конечно. О, как же это мерзко, а? Очень мокро, очень дождливо. Очень холодно. При этом очень холодно. Ну ничего. Ничего. Ничего хорошего. Что же за хляби разверзлись, а? И еще ветер, очень холодный ветер. Суровая Атлантика! Он еще ужасно колючий. Прям бьет в лицо такими острыми иглами. Зачем это все, а? Что же за подстава такая? Мне очень холодно стоять, единственное. Ой. Спрятались за кусточками. За кусточкой. От ветра. Тут прям полный комплект. И дождь, причем очень холодный дождь. Это вообще не июнь. Ну вообще по ощущениям это как в апреле. Вот это июнь в Британии. Дожди холодные бывают. Или, ну или в Канаде. У нас тоже там в этом году. Вполне себе Британия. В общем, дождь холодный. Ветер сильный. Горы эти. Ну сейчас я даже не могу сказать, что это какой-то супер кайф. Это прям, ну, испытание. У нас появилось солнце, коровы и море на горизонте. В этой деревеньке очень любят цветы в горшках. Вот прям вот настолько любят. Их здесь очень много. Едем по какому-то крутому акведуку. Да. Вообще, да. У нас, говорю, одни поля, и вот эти вот зонтичные, вот эти вот белые, они уже так колебали. Ну вот эти белые растения. И деревья из них же, которые тебе не понравились. Меня уже тоже раздражает, потому что уже надоели. Вот такой у нас здесь акведук имеется. У нас передышка на живописном акведуке. Наконец-то закончился дождь. А вот это вот шняга? Да, от нее тепло, в ней тепло, ага. И вот я нашел сейчас, что очень хорошо, что в ней жарко, и ветер не продувает. Да, вот это вот прям... Она прям прекрасная. Я помню, мы ее купили рублей за 300, по-моему. Да, меньше даже. Прям она дешевая, супер дешевая. Ну, во-первых, они... Начнем с того, что они нарядные. Посмотрите, какие цвета красивые в ассортименте, да. Ну, у Инги тоже. А что у тебя? А у тебя, небось, дорогая какая-то. Как ты за руль будешь держаться? Она вообще дорогая, но я купила ее со скидкой. И как ты будешь вот так держаться? Как ты за руль будешь держаться? Нет, а я могу... Так можно только на самовар. Ты только Смотрите, карман. Там можно 3 кило картошки положить. идешь так в Ашан, как бы мимо проходишь, как бы не знаю, чай себе. Водачка тоненькая, вода холодненькая, а я молоденькая. Кладачка тоненькая, вода холодненькая, а я молоденькая.
закончился, вышло солнце, но начался сильный ветер и продолжаются горы. Британь испытывает нас прям по полной программе. То, что нужно для того, чтобы придать сил велосипедисту, путешествующему по Британии, это буляшки. Буляшки. У нас десерты. Тарталет и ситрон. Мы поели буляшек, очень хорошо, да. Да, мы так нет. Ждем. Осталось сегодня не так уж много километров, но так как сильный ветер, прям харю, мы будем, видимо, ехать их долго, учитывая, что нужно постоянно еще взбираться на эти горки. Британь, конечно, вообще испытывает нас по полной программе. То дождь, то ветер, то горы. Причем ветер такой, от которого конкретно сдувает. Какой-то замок симпатичный, заброшенный. А мы, честно говоря, уже подохренели от сегодняшних дорог и погоды. Хочется быстрее добраться, но по закону подлости очередной город находится на очередном холме, на который нужно забраться. В общем, друзья, я официально заявляю, Британь не для слабаков. Нельзя так говорить. Окей. Я официально заявляю, Британь... Если тебе сложно, говори, мне сложно. А мне не сложно вообще. А что ты даешь оценки другим? Давай Это вообще не сложно. Не, ну слушай, ну надо понимать, что если ты едешь... Окей. В общем, друзья, я официально заявляю. А мне больше заявить-то нечего. Ну не заявляй тогда. Если нечего заявить, не надо заявлять. Нет, я все-таки хочу официально заявить, велодороги Британии, ну, особенно в такую погоду, это полный пиздец. Просто. Сколько там мы проехали? Ну, от Блинчиков 28 километров. От Блинчиков. Ну, это были ужасные 28 километров. Катастрофа какая-то. 700 метров, мне кажется, 40 минут. 700 метров ада. Ну, это... Велоада. Я забыл, что я хотел сказать. У тебя есть что сказать? Чуть-чуть осталось. Мы снова идем в горку, а здесь вот такой вот отлив с достопримечательными зелеными водорослями бретонскими. Вот так в отлив на мели стоят несчастные лодочки и ждут свой прилив, чтобы зажить полноценной, так сказать, морской жизнью. Очень красиво, очень. Но хочется наблюдать из окна бронированной машины с подогревом сидений. Раздуваемые всеми ветрами. Это какая-то жопа, а не дорога. Ну, со всем этим ветром и дождем. Ветер просто нереальной силы. Пипец! Ну это же какой-то ужас прям, а!
Барселона. Это какой-то кошмар. А ведь все сегодня так хорошо начиналось. Таким завтраком прекрасным. Но это просто сегодня какая-то борьба за выживание. Какой-то трэш. Так как мы живем сегодня неизвестно где, неизвестно как, неизвестно, кормят там или нет. Рестораны очень далеко, погода отвратительная. Мы зашли в супермаркет, чтобы что-то купить. Или из кролика ты. Кролик мне тоже очень нравится. Шевр? Кусочек шевра такой. Здесь только такой хлеб, не очень вкусный какой-то. Всякие региональные товары, продукты. Спасены от голодной смерти. Кальвадос есть такой. О, и он небольшой, и мы его прекрасно, мне кажется, и выпьем. Сидр выкладываю? Сидр выкладывай. Я думаю, что сегодня полбутылки мы точно, наверное, да. Мне нравится вообще, как в этой поездке проходят у нас истерические поиски места для ужина. И мы, главное, в магазин успели тоже за 10 минут буквально до закрытия. Повезло мы прям. Лаки сегодня. Вы прибыли к пункту назначения. Но это не точно. Но это не точно, да. А мы вот этих будем жить? В конных загонах? Там какая-то полосатая женщина стоит. Да. Где? Бонсуар! Бонсуар! Ah oui, c'était un cauchemar. Ah oui. Absolument, ouais, c'était un cauchemar. Заходим в нашу обитель. О. C'est joli. Ah, прекрасно. Il y a 3 chambres, donc je vous ai, si vous voulez, deux personnes ici et 2 là-haut. Хорошо. C'est bon? Ah oui, c'est bon. Вот такая комнатка. Вот такая душевая, туалет. На улице тем временем продолжается все это. И как же прекрасно смотреть на все вот это безобразие из теплого дома. Это был какое-то чистилище. Сегодня был, да, велоад. Велоад. Прям реально, да. Кажется, А снимаешь уже? Да. Значит, велодень собрал. Все. Самое адское, что может быть в велопоездке. Одновременно ты едешь в гору, по 4-полосной трассе, с ужасным ветром и с дождем. Это прям он останавливал ветер. Просто ехать не Это можешь. было А дождь лупит одновременно. иглами такими. Прям Я как молчу про те моменты, когда эти 4 вещи были просто не вместе. А еще иногда были гравийная дорога при этом и в гору. Нет, вот 4 вещи было, когда мы по трассе ехали. Мы добрались. Ветер, трасса. Мы будем это все время повторять. Еще долго, да. Думаю, вспоминать будем всю поездку. Все, чин-чин. Я не могу забыть. Мы все греем, все готовим. У нас тут вообще заготовки. Сыры, терин. На основной у нас аши-пармантье и киш с лососем. Фрукты, кальвадос, сидр. И мы живые, веселые. Что ты там еще греешь? Запеканку мальчикам. Вот такой домик у нашей нынешней хозяйки. У нас сегодня прекрасный домашний ужин. Сидр. Сидр. Цвету наших дождевиков. А что, на стакан просто не было? А Поэтому у мне тебя не ты вообще наливают. без воды. Может быть тебе надо... Может быть, ты сидр будешь? Хочешь сидр? Хочешь воды?
Ну, приятного аппетита. Приятного. Спасибо. Чин-чин. Такие все расслабленные, такие все хорошие уже. Давайте. Видео. Дорога вполне себе комфортная. Очень красиво. Et voilà. Merci. Bon, merci. Merci. Привет. Просто бомбезный вид. Круто. Просто обалдеть, как красиво. Ты шатаешь все. Спасибо за солнце, Британия. Жареная на гриле свиная корейка. Ой. Надо идти. И хлебушком. Бонжур. Бонжур. C'est bon, les confitures. Что-то мне подсказывает, что за круассанами нужно будет заехать. Я чуть не упал. Вот такая у нас сегодня красота. Погодка вроде радует. Пока, да. Даже не верится, что вчера бушевала стихия здесь. Такой очередной милейший домик. Выдвигаемся. Что день грядущий нам готовит, интересно. Надеемся, все самое страшное мы пережили вчера. Ветром повалило вчера деревья, завалило велосипедные дорожки. Все-таки, конечно, морские виды, они вдохновляют больше, чем леса и поля. Как-то вот со всем этим едется легче. Будь здоров. Вот это вот очень красиво. Бирюзового цвета вода. Прям очень-очень красиво. Погода, по всей видимости, закончилась. Ну, хотя бы до полудня продержалась. И на том спасибо. Главное, чтобы сейчас не ливануло. А мы снова в дождевиках. Ничего не меняется. Ну нет, меняется. Есть надежда, что там вот эти вот солнечно-небесные проплешины, они будут периодически возвращаться. Не прошло и 10 минут, а погода снова радует. Вернулось солнце, небо, бирюза воды. Красивый какой дом. Весь в зелени. Остановились на обед в таком маленьком приятном городочке. На другом конце стола тот, с которым я жила, тот, с которым провела лучшие года. Пришли смотреть тельняшки. 39. Ты за сколько купила? Вообще. О, сидрец бретонский. Маленькие бутылочки. Устрицы. Привет. Что ты делаешь? Я на лимоне устрицу. И хлебушком. Слушай, конечно, вид велоустричников на фоне велосипеды. Красота. Не так, конечно, дешево, как в Канкале. Галеты на обед с гребешком и пуатринками, и с раблюшоном и лордоном. Там сыр и грудка. Я достаточно фанат грибочков. Галета прям такая супер-супер кружевная. Очень красиво. Отобедали и держим путь дальше. La plage abandonnée, coquillage et crustacés. Красиво. Чуть-чуть бы дали солнышко. Какая красота. Невероятная. Здесь сено, там море, горы. Вообще. Вот это красотища. Класс. Очень красиво. Бомбезный вид просто. Невероятно красиво. Чтобы увидеть эту красоту, мне пришлось, правда, сбежать с веломаршрута.
Но это прям определенно того стоило. Прям ух. А здесь такие кучные облака. Вот это я понимаю, виды. Вот это что-то мы едем вдоль каких-то лесов, полей. Что ты туда хотел? Я хотел смотреть красоту. Сейчас покажу, смотри, вообще бомба. Просто. Это пока лучший вид поездки. В общем, едем такие. И я только вот прям хотел сказать, что что-то мы давно никаких седрери на дороге не встречали. И тут бабац, вагончик с чудесной, да, тетенькой, которая продает винишко. И сидр у нее есть за 3 евро. Фермерский. Прекрасно. Et voilà. Merci. Все. Такой прекрасный лес с поющими после дождя птицами. Мне кажется, Британь нас все это полюбила. Что-то ей вчера не понравилось, да. И она как-то это взбыкнула. А сегодня прям мне кажется, что она такая, ну окей, ладно. Такая старая. Не туда? Старая, да, такая часовня красивая. Ага. Очень красивая. Очередная деревенечка с часовней вот такой вот старинный. Такой живописный домик. Красиво! Такие клумбы цветущие. И опять в лес. Сейчас был такой крутой спуск, прям минут на 5. Вообще без кручения педалей. Вот это я понимаю, вот это хорошо. Так мне нравится, без горки, точнее с горки. Но самое ужасное, точнее ложка дегтя в этом, что придется заново взбираться. Как мне этот спуск понравился. Да, спуск вообще шикарный, ага. Шикарный. Да, спуск был знатный. Городочек приятный. О, и там море. Такие просторы опять отливные. Ну реально, прям хоть садись и картины пиши. Просто невероятная красота. Вообще. Пирожок у нас есть, а кофе можем купить здесь. Бретонский с малиной. Мы вчера его купили на ужин в супермаркете и так и не съели. Вот как раз сейчас он кстати. Что, сейчас делаешь кофе? Да. Прекрасно. Злая тетка-рестораторша отказалась нам давать тарелку и ножик, поэтому мы... Ну, мы не отказались есть наше гато. Да, но есть мы не отказываемся. А что ты... От намерения. Ну, режем, что, вот так. На своем пакетике, на ее грязном столе. Рестораторша. Да я у нее в ресторане даже не помещаюсь в высоту. Ну а что здесь такого, я понять не могу. Ну, слушайте, пляжная какая-то это. Вы вон мороженое продаете в этих в рожках. Стоило, значит, мне сказать, что сегодня дорога вполне себе комфортная, как Британь порадовала очередной горушкой, на которую взобраться, забраться на велосипеде просто нереально. Реально только втащить велосипед. И то тяжело. Вот втаскиваем. Это прям очень крутая горушка. Просто какая-то сразу после обеда супер гора. Это, конечно, сильно. Но, по-моему, что-то мне подсказывает, что там впереди красивый вид. Может быть, он стоил этого подъема, а может быть, нет. Вот сейчас и узнаем. Он стоил этого подъема. Ух. Просто очуметь, как красиво. Невероятно.
Шикардос, да? А вот там мы только что были. Можно стоять, прям любоваться часами. Вот это очень красиво. Бывает, карабкаешься, а там ничего. А вот это прям, ух, класс. Просто бомбезный вид. Как сумасшедшие ползли на гору, но не зря. А там вот аквалангисты. Чего они там смотрят? Там какое-то дно интересное. Красота. И вот эти скамеечки везде прям. Просто отпад. Это красивая дорога. Не говнодорога какая-нибудь. Каких у нас было много в этой поездке. Уходящая куда-то в небо. Какое-то сплошное великолепие сегодня. Дорога просто обалдеть. Невероятно красиво. Ну как такое возможно, а? А с этой стороны поля, уходящие за горизонт. Вот здесь Британь прям прекрасно. Прекрасно и неповторимо. Едешь по дороге, и тут бац, вот такая вот красота. Как такая красота вообще возможна? Это ж просто обалдеть, как красиво. Невозможно радует. Праздник какой-то прям. Круто! Вот это вид. Вот это вот. Да. Это действительно стоит всех возможных горок, подъемов, усталости и прочего. Очень круто. Ну что, хоть куда делось солнце-то? Верните солнце. Британь, дай солнце. Там люди ходят. Хайкинг. Цвет воды просто вообще. Обалдеть. Спасибо за солнце, Британь. Ты крутая. А здесь можно сидеть и наслаждаться этой красотой. Здесь бы сесть. Сырочек, багетик, да, сидр. И прям вот на часок просто зависнуть вообще. Как много, мест на свете, и так много всего хочется охватить. И в такие короткие путешествия ты стараешься максимально. Меньше дней, меньше мест. Ну да. Но зато... А как угадать? Вот если мы ограничились теми местами, и что делать? Поехали. Двое наших поехали уже заселяться, так как заселение сегодня до 6. А из-за жажды осмотра красот всех этих невероятных мы просто побоялись, что мы сегодня останемся на улице. Здесь прям приятно, да. И много каких-то рестиков. Какой прекрасный городочек Памполь. С домиками вокруг марины. Очень симпатично. Прям какой-то супер-пупер приятный городочек. Чем-то напоминает Анфлю. Очень выглядит это все симпатично. Вот туда, Свет. Мы прибыли к пункту назначения сегодняшнего. Вон Леша что-то на улице стоит. Просто нас ждет, да? Надеюсь. Что Инги нет. Скорее всего, уже в номерах. Все в порядке? А вы как ехали? Вы там болотные топи по ступенькам проходили? Не, мы через центр поехали, через город. А мы проходили, и у меня вон это развалилось. Вот такой вот симпатичный маленький номерок в мотеле, можно сказать. Ну хорошо, вид вон на садик. Чай, кофе есть, душ. Все такое новенькое, симпатичное. А здесь такой вот, как это называется? Забыл. В общем, окно в потолке. Сидрик перед ужином в качестве аперитива. И сейчас пойдем в порт искать что-нибудь вкусное на ужин. Еще раз скажу, что сегодняшний день был просто прекрасен. Сегодня Британь показала нам все. Были и маленькие городки какие-то проезжали, и
порты какие-то живописные, симпатичные, и природа, и тут тебе и поля, и море, и какие-то утесы красивые. В общем, все было. А сейчас все дорвались до интернета. Смотрите, Ну сидят. подожди, ну я только что загрузил Милен, и где она? Ой, мулери здесь прям. Мулери, брасери, крепери. Все на свете ри. Все на свете ри. На ужин пришли в порт, прекрасный порт городка Памполь. Сейчас ищем, где бы поесть. Ой, какие живые тираны есть. Ну какие мы тираны, ну Лёш. Ерунду-то не говорите. То, что мы хотим. Ну ерунду-то не говорите. Ну конечно мы лучше знаем. Конечно, мы лучше знаем. Так вот лицо не жарко. Светка облизывается, смотрит на вино и облизывается. Такое рыбное ассорти в гребешковой раковине. Крем де кампань и маринованная форель. Очень красиво выглядит. Жареная на гриле свиная корейка. По-русски будет. И ягненок. Ягненок очень вкусный. Тартопом, яблоками пирожок. И хлеб с соленой карамелью. Становится достаточно прохладно. Надо идти и чесать в отель. Все. Пока-пока. Бар рай. Тут невозможно стоять. Прям размером с твою голову, Саш. Тарталетка. Такая. Батон колбасы. Крепкий сисочник. Очень вкусно. Ну неправда, Лёш, бывало и вкуснее. Просто вообще. Бонжур. С утра пораньше приехали в городок Памполь, в порт городка Памполь, чтобы найти здесь какую-нибудь буланжери булочную, чтобы плюшками себя с утра пораньше побаловать. Вообще, вот это прям царство. Царство гуляшек, пирожных и всего-всего, чего здесь только нет. А вот смотри, что не стоит. Вообще, выбор какой-то просто сногсшибательный. Что-то А только вот нет. это Это квиноман. Здесь невозможно стоять, потому что какое-то все такое вкусное. А мы сидим, едим. Вот такие гуляшки. Пирожнюка даже имеется. И вот такой вот вид у нас прекрасный. Круассаны просто офигительно вкусные. Прям хрустящие. Вкусно. Бывало и вкуснее, да? Очень вкусно. Ну, неправда, Лёш, бывало и вкуснее. Самое вкусное было там, где мы ели после Фолиньи, после поезда. Там вот пауразан, так пауразан были. Это немногим уступает. Я доволен своим выбором. Лучше молчать. чем Очень говорить. вкусная, Я очень, так понимаю. очень вкусная буляшка с яблоком. Называется медвежья лапа. Пипетом. Очень вкусная такая штука с заварным кремом и шоколадом. Не знаю, черносливка лежит Выглядит сверху. очень вкусно. И вот Это с инжиром, Это да? таинственная бретонская пирожнюка. Пирожнюка. Ну, с инжиром красиво тоже. И что-то захотелось пироженку на завтрак. Так-то ситрон. А? Вкусно. Позавтракали и в путь. Нас ждут великие дела. Великие бретонские дела. Надеюсь, погода сегодня поспособствует всему красивому, интересному и позитивному. Да, Британь? Такой милый пискин домик. Маленький. Симпатичный. Какая-то серая жопа надвигается. Ну, надеюсь, до нее тоже успеем что-нибудь посмотреть. Красиво. Вот можно вот так вот прекрасно попикниковать с видом, что люди и делают. Но так как мы позавтракали, только что буквально, нам пока не до пикников. Статуя называется «Вдовы острова».
Вдовы моряков, погибших в море. Вот они вот туда вот устремляют свой взгляд. Вот туда. Море, океан. Я первый раз вижу артишоковое поле. Ставь меня здесь, я подожду, пока они созреют. Леша любитель артишоков, хочет здесь жить. Я вот первый раз увидел, как они растут. Кто там живет? Старая колдунья. Подъезжаем к какой-то очередной красоте прибрежной. Какой-то сегодня прям умиротворенный день, очень спокойный. Ну, во-первых, мы знаем, что до отеля нам в результате совсем недалеко. В крайнем случае всегда можно будет срезать по автодороге. Поэтому сегодня так прогулочно катаемся по утесам. Такие скамеечки. Сиди себе, любуйся видом. Какой-то очередной милейший бретонский городок с небольшим портом. Прям туда. Живописненько. Давай, двигай в узость. Через такие щели буквально приходится пробираться за красотой. Такая скала из розового гранита. Красивая. Как ливанет. Красивая какая церковь. Такой еще не видели. Маленький спокойный городочек. Воскресенье. Вообще никого нет на улицах. Город вымер. В булочную заехали за багетом. Багет. У нас есть колбаса и теперь есть багет. Магазины все закрыты, но у нас есть колбаса, есть багет и есть сидр. Вот, собственно, да. С голоду не умрем. Ну, держались, отломили кусочек. Очень вкусно. Просто так такие спуски не предоставляются. Их приходится отработать взбиранием на очередной холм. Гребаный холм. Сегодня наша бравая компания разделилась двое на двое. Инга со Светкой сразу в отель с меньшим километражом. А мы, как упоротые, вот такими вот извилинами снова с горки на горку. Городки сегодня на нашем пути сплошь вымершие, но зато вот есть бар Рай, Ле Паради. Если кому в рай, то припарковаться можно вот там. Так. Что-то мы ехали и не поймем, ради чего ехали. Ну что-то как-то такое видали мы и видали. Ну, где-нибудь в Онтарио, причем не самых красивых. Будь здоров. Называется, причем панорама. Вьюпоинтов понаотмечали. Ну вот что эта панорама показывает? Непонятно. Ну, что здесь только нет. И косметические лаборатории. Центр изучения водорослей. Но еды нет никакой. Все, да, все, путь закончен. Это называется приехали. Что, будем есть? Если найдем морепродукты, потом поедим еще морепродукты. Ну, вообще есть хочется. Что? У нас сегодня обед такой, пикник. Не богатый, но вкусный. Багет свежеиспеченный, купленный только что в булочной. Батон колбасы и фермерский сидр, купленный по дороге. Так. Такую прекрасную скамеечку нашли. Даже с видом. Какие-то лодочки. Тишина такая вообще. Водичка там где-то плещется. Птичка чирикает. Хоть нет каких-то бомбезных видов, но так вполне себе отдыхательно. Солнышко вон радует, а там какая-то жопа туча. По крайней мере, дождя нет. Хорошо. Ой, сидр вкусный такой.
Как это вкусно. А еще колбасочка. А тем временем мы уже на берегу розового гранита. Вот смотрите. И вот кусок какой розового гранита валяется. Здесь много. Я нашел сушеного краба. Хочешь крабовый салат? Давай. Ну нет. Получилось, вот смотри. Ну нет. Леш, может быть уже это? Ну вот ты что, смотри. Ну нет, эпик Ну фейл как ты какой-то. попрыгала? Куда? 4 штуки попрыгала. Нет Вот уже. смотри. О! Между прочим, вот смотри. Ой, нет, не сейчас. Вот смотри сейчас. О! Крепкие сисочники. Подожди, надо найти меня. Ну а что эти? Камни. Ну не надо. Ну что ты делаешь? Я их скидываю, вот он жив и здоров. Крепкий сисочник. Отправляем его в воду. Плыви, сисочник. Ты чего прям камнем прихлопнул? Здесь водоросли разводят и изучают. Вот здесь находится центр изучения водорослей, а еще рядом находится косметическая компания, которая, по всей видимости, ну логично предположить, специализируется на средствах на основе водорослей бретонских. Начался дождь, заехали в какой-то городок, который опять имеет какое-то сложное бретонское название. Мы здесь хотим выпить кофе, съесть какую-нибудь сладкую вкусность, типа пироженки, и ехать дальше. Че? Какие прикольные здесь домики фахверковые. Очень люблю такие. Старенькие, очень колоритные, с каким-то своим особым настроением. Ну, теперь осталось, чтобы город этот был мил, благосклонен и подарил нам не только вот этот вот очередной адский подъем, ну и какую-нибудь вкусную булочную кондитерскую. Где? Картины какие-то тут. Такие старые дома. Красивые, колоритные. Со всех сторон. Молодые и уставшие мы. Ну как молодые? Ну, помоложе этого города. помоложе, чем дома, да. А вот так. Красиво, если забраться на пригорок. Там какая-то бисквитерия, какая-то красивая старая церковь. Ну, какой городочек оказался красивый и приятный во всех отношениях. Еще погодка была. Какая называется? ГГ. А? На Г. Какой-то прекрасный, приятный городок. Вот здесь будет подпись. Мерси. Яблочный пирожок и клубничная тарталетка. А кофе принесут тоже, да? Да. Сейчас подзарядимся и брежет. вперед. А тем временем на улице начался дождь. Так что очень кстати. Мы сюда зарулили. Ой, что я наделал. И дождь переждать и перекусить вкусно. Если вот вы меня спросите, друзья, какую самую необходимую вещь нужно взять в поездку в Британь в июне, я, конечно, вам скажу дождевик. Без дождевика здесь делать нечего, прямо скажем. Сегодня в какой-то веке прям очень рано подъезжаем к нашему жилищу. Ну, дождь. И, наверное, просто сегодня уже расслабимся. Вот мы здесь сегодня. Шепа. Ну, угадай. Ну, угадай. Жозефина Викторовна. Привет. Там электроника это. Как... Так симпатично. Ты закрыта. Бонжур. Бонжур. Дня была такая давно. Oh, c'est joli. Merci. Et puis la salle de bain tombe. D'accord.
Salut. Oui. Oui. Là, c'est les... Oui. Pour fermer. Merci. Merci. Она прям в нулину. Хозяйка в нулину просто вообще. Как-то так в этой поездке повелось, что чтобы найти место для ужина, нам нужно постараться. Вот в очередной раз поселились где-то посреди нигде. И едем в ближайший городок, чтобы найти что-то открытое, потому что сегодня воскресенье. И по всей видимости с этим могут быть сложности у нас. Меню из бургеров. Нашли местечко. Бретонский дайнер с бургерами, автобус. Ну, реально, это один из немногих работающих ресторанов в радиусе 5 километров от места, где мы живем. Ну и вроде как должно быть интересно и вкусно, судя по отзывам. Тут даже есть брешский бургер, бретонский, с андуем. Там на самом деле еще пиццы такие вкусные есть. Есть брежская пицца с гребешками и этим чесночным маслом. А есть пицца 4 сыра, там раблюшон, камамбер, все. Вот, можно взять, например, большой бургер и пиццу. Такой забавный автобус. Ну, в общем, мы пролезли в этот автобус, но места здесь какая-то истерика с этими бургерами. Очередь на заказ там через час. Места на месте есть только на двоих. Ну, два столика на двоих. Поэтому мы сели вот так вот. Света. Так, задние площадки передаем за проезд. Раздельное питание. Ну, как в автобусе. Ваше здоровье. Ваше здоровье. Мы можем как это, как Штирлиц, да? Та-та-та-та-та-та. Переглядываться. Прям размером с твою голову, Саш. Подожди, покажи, что там. Картофельная галета, сыр раклет, ну, котлета, 200 граммов. И такая булка интересная, ржаная какая-то, что ли. Бомбические или просто вкусные? Просто вкусные. Не бомбезные. И не бомбические. Ну, не прям. Я люблю менее прожаренные, конечно. А тут козий сыр, орехи, мед и котлета. Мы дико обожрались. Можно было брать маленький бургер, конечно, да. Всегда нужно брать маленький бургер. Всегда берите маленький. Но когда ты голодный, ты не можешь себе это объяснить. Сытые после вечерней зарядки мы вернулись в наш домик в чистом поле. Сегодня живем вот в таком колоритном замке. Расположились здесь на полянке, пьем чай. Так, где ручка? Нет ручки. Почему ты принес чай без ручки? Как это брать? Горячо же. Че, ручки пропила от чашек? Пропила ручки. Вот такой у нас добрый вечер сегодня. Хорошо. Добрались до берега розового гранита. Красота какая. Лестница в небо. Потрясающий вид. Профитроли. Прям как по заказу. Я такого количества блинов не ел даже во время Масленицы. Просто что-то невероятное. Рыба с ризотто. Все какое-то такое яркое. Крем-брюле. Без бутылочки сидра это как-то совсем неправильно. Мне нравится этот напиток. Ой, как у нас сегодня. В зале с камином. Роскошь у него здесь. Симпатично. Сегодня у нас вот такой завтрак. В зале. Бретонские крепы. Какие-то сушки. Брюссалин есть. То все. Карамель есть. Мадленки. К 10-му дублю ты будешь снимать пустой стол. Выезжаем из нашего замка. Пока собаки. Прям замок. Смотри. Ай, вот такая красота. Сегодня на улице. Свежо. Хорошо, птички поют. Красота. А первым делом сегодня катим в небольшой городок Ланьон, где решили оставить сумки для того, чтобы уже налегке
отправиться смотреть красоты, что можно было спокойно прикрутить велосипед и ходить себе, не беспокоясь о том, что останешься без вещей. И неуемные мы снова рвемся в Бретонские горы, едем к побережью. Доехали до городка Перос-Гирек. Сейчас доедем куда-нибудь туда до пляжа, припаркуем велики и пойдем гулять. Думали, будет лить дождь. Нет, погода подготовила сюрприз. Дождь ушел вот куда-то туда. Вон туда ушла туча с дождем. Красиво так выходит. Так как это побережье розового гранита, большинство домиков, большинство отделки города выполнено из этого самого розового гранита, соответственно. Здесь его прям, ну, хоть одним местом ешь, этого розового гранита. Материал буквально под ногами валяется. Вообще вода какого-то прям сумасшедшего бирюзового цвета. Блин, вода, что за вода такая, а? Такой маленький симпатичный домишко с совершенно потрясающим видом. Отчаянные велосипедисты снова рвутся в горы. Покой нам только снится. Какая же красота. Смотрите. Красотища. Светка такая яркая. И вода яркая. Все яркое. Место, в которое влюбились еще 6 лет назад. Городок Перос-Гирек. Царство розового гранита. Обалдеть. Обалдеть. И такое спокойствие, умиротворение. Красота какая. Фотографирование красот. Массово. Вот так вот прекрасненько бы жить, да? С видом на вот это вот все. Какой-то трон каменный. И погодка сегодня прям чудесная. Даже если она сейчас в какой-то момент испортится, уже все. Впечатление от сегодняшнего дня она не испортит точно. Красиво. Вот здесь красиво. Сосны. И вода бирюзовая. Такие они статные. Каждые 10 метров останавливаемся, потому что очень красиво. Жертвуя тем, что потом подниматься сложнее после остановки. Но виды просто бомбезные. А запах от сосен просто сумасшедший. Вкусный. И еще один какой-то сумасшедший красивый пляж. Красотища. Здесь Британия, кажется, вообще ничуть не уступает Лазурному берегу. Пляж с бирюзовой водой, даже где-то пальмы имеются. Набережная, только никто не купается, потому что вода очень холодная. Ну, по крайней мере, сейчас. И в очередной раз Британия нам как бы говорит: хочешь увидеть что-то красивое, втащи свой велосипед на самую высокую гору. И как здесь совершенно милейше все. Да, правее. Сейчас я первым делом зарулю в магазин. Отправляться смотреть красоты без бутылочки сидра — это как-то совсем неправильно. Вот. Вода прозрачная. Бирюзовая. Прыгаем за листиком эвкалипта. Спасибо. Ты упомни в руках. Ну, это оказался не эвкалипт вовсе. Ну и ладно. Какой-то просто вонючий лист. Добрались до одного из самых красивых мест Британии. Побережье розового гранита. Вот здесь прям такая очень большая концентрация этих розовых глыб. И здесь же проходит знаменитая тропа таможенников. Очень красивая тропа для прогулок вот с такими невероятно красивыми пейзажами. И погодка, конечно, сегодня порадовала, прям повезло. Причем, по всей видимости, скоро все-таки затянет. Но вот было бы обидно посмотреть, видеть розовый гранит не в розовом цвете, потому что дает свой вот этот вот розовый оттенок, он как раз в свете солнца. Особенно красиво на закате. В прошлый раз, лет 6 назад, мы как раз вот, нам повезло здесь
смотреть, как заходит солнце. И вот в свете вот этих вот последних закатных лучей этот берег прям горит таким ярким розовым светом. Такие прям глыбины. Как я 6 лет назад ходил с бутылкой под мышкой, так и сейчас. Ну да, красиво. Красиво здесь. Такое все гранитное здесь. Можно горцевать по этим глыбам, перепрыгивая с одной на другую. И в каждой открывается какой-то свой особенный потрясающий вид. Ты что там лазишь? Кто она? Сорока здесь откуда взялась? Здесь какой-то домик с горгульей. Что это? Какая-то часовня. А я что-то не могу понять, куда делись мои попутчики. И все здесь из розового гранита. И куда ты пошел? Сисочники? Люди не понимают, кто такие сисочники. Объясни. Ну, это моллюски, которые такие прилипли к камням. Они крепятся и такие сидят там. Почему сисочники? Потому что они так форму напоминают. Сисочники. Хотел бы дом из розового гранита. И над всем этим гранитным безумием возвышается такой красивый маяк из розового гранита. Блин, хорошо, здесь так море шумит. Смотри, вот тут камеру с гранита, да. уже волна. Да, красиво. Такая акула лежит. Я хочу сказать, что нам просто как невероятно повезло с погодой, потому что я ехал, я думал, ну будет пасмурно, ну окей, ну все равно, ну посмотрим, будет все равно красиво, а тут прям тебе вот. Прям как по заказу, да? Мне кажется, нужно было здесь, думаешь? Чуть-чуть, мне кажется, надо было подальше пройти. Вот это красотища. Обалдеть. C'est magnifique. Такая расщелина. Очередная красота. Розово-гранитная. А вон и мои присели. Вот это вот глыбина. Просто нереально. Хорошо сидеть? Сидр. Стаканчиков нет у нас, поэтому мы так сурово, по-бретонски, из горла. Вот у нас такой прекрасный сидр бретонский, такие прекрасные мы. И вот такой вот прекрасный вид. А вот та скала напоминает по форме эту. Не то, что ты думаешь, я хочу сказать. В Сиднее опера. А, да, ага. Просто что-то невероятное. Оторваться ну, невозможно. Есть очень хочется, особенно после сидра. Ну, вот сидеть и сидеть прям вот на этом утесе с этим видом прекрасно. К сожалению, в поездках время ограничено. А вот тут, представляете, жить вот с таким видом. Вот в этом вот небольшом замке. Я бы вот точно не отказался. Вернулись в городок, в Плюманак, пляж Сен-Герек, где как раз мы останавливались 6 лет назад. Сейчас перекусим. Как будто природа снова включила настройки своего собственного фотошопа. Все какое-то такое яркое, насыщенное, невероятно красивое, без всяких фильтров. Мы в таком прекрасном местечке. Обед галетами.
Здесь шевр, здесь бри. Бри, конфитюр из ревеня, у тебя не помню что. Ну, Вот что-то тоже штуки очень с сосисом вкусное. Я помню, что у Светки. Ветчина, сыр, грибы, помидор. Мне кажется, это было очень странное время. я такого количества блинов не ел даже во время Масленицы. Красивая старая церковь. Понятно, сделана из чего? Из розового гранита. А мы накручиваем педали вверх в сторону Ланьона, где нас ждет Ингуся. Сейчас поставим велосипеды, быстренько примем душ и пойдем гулять. Прекрасный график у нас сегодня. Очень расслабленный. Наш сегодняшний дом. Прибыли. А мы вышли прогуляться в городок Ланьон. В кои-то веки мы сегодня закончили рано наши велопрогулки. Ну, сегодня был такой расслабленный день. Красиво. Ой, здесь дома из черепицы. Вот этой черной. Это этот сланец какой-то, да? И Ланьон — это очередной городок, в котором аж эхо слышно, когда говоришь. Потому что людей мало. Вообще всего мало, и все закрыто. У них по понедельникам, по-моему, все закрыто. Да, все закрыто. Такие косые дома, покосившиеся. Да, немного окосевшие. Очень уютный городок Ланьон с такими прекрасными домиками, красивыми, улочками пустыми и безлюдными. А нет, людными. Часто оказываясь в таких городках, удивляемся, а где все люди? Ну, уже понедельник, вечер. Такое ощущение, что здесь вообще никто не живет во всех этих прекрасных, красивых домиках. И такие только туристы, снующие туда-сюда. Я не понимаю, где все люди. Ну, типа, сегодня у них местное воскресенье, да? Ну, раз все закрыто. Ощущение, что у них каждый день такое воскресенье. У меня тоже такое ощущение. Кофейни закрыты. Рестораны, большинство действительно закрыты. Нам Кебаб хозяйка открыт. об этом сказала. Ну, кебаб вообще всегда и везде открыт. Причем это какой-то брежский, бретонский кебаб. А вот красивый какой домик тоже. Симпатичный. Дома красивые какие. Какие-то у них эти пилястры или балясины. Что это такое? Все архитектурные термины забыл я. Такой старый, красивый городок. Прям красивый, да? Один домик краше другого. Какие-то они все теремочки такие, старые такие. Вот эти вот, как они, подпорки вот эти вот, они все разные. Вертикальные элементы конструктивных зданий, фасадов называются пилястры. Какой-то собор красивый, старый. Очень похоже на Тур, да? Там тоже был какой-то такой похожий. Какая симпатичная праздничная улица. Прям безумная улочка какая-то. Такая какая-то супер веселая. Какие-то пугалы здесь, бабочки здесь какие-то. А мы будем выпивать. А что мы будем выпивать? Пастис. Рикар пастис. Анисовую бодягу. Здесь на вот этой вот прекрасной площади решили выпить немножко пастиса. Это анисовая настойка. И пьется она, вот наливается пастис, собственно, и заливается холодной водой. Чин-чин. Ну что, тебе вкусно? Ну, что-то по виду у тебя какой-то не прям супер довольный. Ты Почему? микстуру Вкусно. пьешь. Ну, вообще, мне нравится этот напиток. Он, конечно, дико напоминает микстуру из детства, да? Такую, я не знаю, от которой хочется сделать вот так. Но вот это только первые 2 глотка, когда так, а потом начинаешь уже, распробуешь его и как-то втягиваешься, и становится вкусно. Очень странный напиток. Не могу сказать, что я его очень люблю, но иногда прям очень хочется его попробовать. Доволен? Довольно. Bonsoir. Nous sommes 4 pour manger. Oui. Merci. Прикольно, да, хорошо.
Здесь такие эти поручни. Очередной ужин. Нам тут сказали, что вы только едете и едите. Да, так и есть. Вот сейчас едим устриц. А что там? И фуагра у нас. Желтая рыба. На основную рыба с ризотто. Ну, здесь рататуй. Рыбу и ризотто. Мясо с сливочным соусом. Десерты. Профитроли, крем-брюле, а у Ингуси здесь роскошество, кафе гурман, со всякими штучками-дрючками вкусными. Ну, в общем, мы вернулись в дом свой. Я вот так вот люблю, спустились, поели, поели, вернулись. Все. Все, пока-пока. Бывает достаточно тяжело. Не берите велосипеды в этом прокате. Собака выскочила и укусила Лешу за ногу. Дорожка, конечно, сегодня трындец. Велодороги дерьмо. Финальный ужин. Все мокрое, все. Холодно как. Париж. Париж, Париж, Париж. Сегодня утро у нас начинается непросто. Я даже завтрак не снимал, потому что проснулся. Там дождь льет, как из ведра. Сегодня наш последний день путешествия по Британии. Она вот подкинула нам очередной сюрприз в виде дождя. Он на минутку прекратился. Девочки пошли на вокзал смотреть поезд, а мы выезжаем на велосипедах. Впереди дорогу, смотри дорогу. Да, впереди 45 километров, по всей видимости, достаточно мокрых. Зарулили на вокзал посмотреть, как тут ситуация у девочек. Они стоят в кассу. Возможно, надежда на то, что будет поезд, куда можно сесть с двумя велосипедами, все-таки есть, а может быть нет, сейчас узнаем. Счастливые, несчастливые? Счастливые, несчастливые? Нет, нет, только в 5 часов. 5 часов. Это красиво, но бывает достаточно тяжело в велопоездках. И самое главное, ты ничего не можешь сделать, ты просто должен ехать и все, потому что тебе, как ни крути, нужно ночью добраться до очередного пункта, где ты будешь ночевать. Дорожка, конечно, сегодня трындец. Стихия, там бушует, ничего не видно. Дождь льет, ветер дует. Мы едем. Ну, в общем, дождь. Едем. И у нас тут ситуация. Проезжали мимо какой-то фермы, и какая-то непривязанная на цепь собака выскочила и укусила Лешу за ногу. Не сильно, но стремновато, поэтому сейчас ходим между фермами, выясняем, как пробраться на ту ферму, где бегает без цепи собака, чтобы выяснить, что у нее есть все вакцины, что она здорова, чтобы не пришлось делать сейчас кучу прививок и усложнять себе этим жизнь. Вот вроде зашли к каким-то соседям. Они позвонили на ту ферму, там вроде должны привязать эту собаку, что вообще ненормально, конечно, что собака бегает по улице, это трындец полный. Но, по крайней мере, знать контакты хозяев. Какой-то трэш. Собаку уже привязали на цепь, хозяева ничего не отвечают. Ты заткнись ты. Хозяев нет как нет. Поехали. Ой. Ну, в общем, дождались все-таки хозяйку, которая много раз дезолила по поводу того, что собака была отвязана, и сказала, что будет держать ее на привязи, потому что начался велосипедный сезон, будет осторожнее. Вроде сказала, что все вакцины есть, потому что у них ферма, здесь дети, у них коровы и все-все-все. Все проходят ветеринарный контроль. Ну и вроде собака-то выглядит, в принципе, вполне себе здоровой. Но я вот не знаю, надо ли что-то делать. Я бы не знаю, не стал. Тетя сказала, что все хорошо. Все мокрое, все, тайцы мокрые, носки мокрые, кроссовки мокрые. О! Ну, в общем, мы добрались до Марле, мокрые просто до нитки. А сегодня погода, сегодня дорога была прям реальный такой адок. Британь, вот сегодня такое ощущение собрала все, что мы прошли. Такое было закрепление пройденного материала. Сегодня был дождь, прям ливень, всю дорогу. Он только сейчас закончился. Жуткий ветер.
горы. Велодороги дерьмо, потому что они все размокли, и это просто грязь, а не дороги. Машины, проносящиеся на скорости 90 километров, 90-100 километров в час. И плюс еще бонусом ко всему этому выбежавшая с фермы собака и укусившая Лешу за ногу. В общем, полный комплект. Полный комплект, но мы на месте. Надеюсь, девочки выбрали поезд, потому что это просто, ну, реальный ад. Вот то, что мы сейчас прошли, это такой бретонский реальный ад. Но мы здесь, на месте. Такой красивый в городе Марле виадук. Мощный. Такую погодку выглядит мрачновато немного. Мы здесь уже были в Марле. Ели здесь очень вкусные крепы. Сейчас надо найти, где мы живем. Это я заблудился. Ну, вот. Бенвеню. Квартирка на сегодня. Такая маленькая, уютная. Привет! С прекрасным видом на старый город. Так, ноги замерзли. Холодные, мокрые, уже разувшиеся. Хочется скорее в душ. О, здесь есть полотенцесушитель. Да, он, наверное, работает. Ух, ну все. Теперь нужно в душе греться. Холодно как. Мы немного согрелись и вышли на поиски еды. Хочется какую-нибудь мощную вкусную булку. Для обеда все места уже подзакрылись, потому что уже 3 часа дня. Ну вот, надеемся, что буляшку еще где-нибудь раздобыть есть возможность. Очень хочется себя порадовать чем-нибудь вкусным. Вознаградить себя буляшками — святое дело. Так как у нас сегодня на завтрак круассанов не было, будем считать, что у нас есть такой маленький завтрак. 3-часовой. И паурезан. В прошлый раз, когда мы были в Марле, погодка, конечно, была совсем другая. Хотя тоже было лето, и можно сказать, что Британия непредсказуема, но тогда она прям радовала. Мы сидели на террасе, ели блин, гуляли, там какие-то лужайки есть сверху, мы поднимались, потому что весь город расположен на таких холмах. Гуляли по вот этому виадуку. Как бы не обидно, потому что мы здесь уже были, но хотелось и вам показать. Тогда уж в следующий раз. Или приезжайте сами смотрите. Или да, приезжайте сами смотрите. Что Марле прекрасный городок. Прекрасный, старинный такой. Так как у нас все дико мокрое, ходим вот так и даже вот так. Я спрятался. Вот это местная мэрия. Такая нарядная. Очень мне нравятся вот эти вот знаки, мило предупреждающие водителей, что рядом дети. А здесь какой-то старинный собор. Вообще город, старый город, находится вот на таких вот холмах туда-сюда. И вокзал, например, вот сегодня доехали до вокзала, он прям находится очень высоко. И нам завтра предстоит это в 6 утра забраться туда, на самую высокую гору, где находится вокзал. Но минус этого вокзала: туалет там платный. Вообще жлобство. Мало того, что платный, я еще готов был заплатить, я бросил 20 центов, а он сожрал мои 20 центов. Жлобство. Старый город Марле состоит из таких прекрасных маленьких домиков. Очень симпатичных. Такие вот. Будь здоров. Спасибо. Ну вот здесь, в прекрасном городке Марле, с не очень прекрасной погодкой, но настроение это никак не портит, завершается наше бретонско-нормандское велопутешествие. Скоро приедут девочки, через пару-тройку часов на поезде. Будет у нас финальный ужин. Кто-то там кривляется, что ли? Будет у нас финальный ужин. И в Париж. Париж. А пока гуляем, наслаждаемся тем, что нет дождя и не нужно взбираться на очередную гору. Просто расслабленно гуляем. А пока мы попивали винишко тут, распогодилось, и вот так все красиво. Идем на ужин. Стоило мне сказать, что тут распогодилось, как пошел дождь. Это потому, что мы вино допили. Пришли поужинать. Празднично, как я говорил. 2 часа назад.
Мы ничего не сняли. Ну, не сняли. Ничего не сняли. Ну вот и, да, все. Приехали. До новых встреч в эфире. Пока-пока. Друзья. Пока-пока. Пока-пока. Давайте. Все, давайте завтра. Хорошо. Я тут еле иду. Ой, ну все. Состоялся ужин, которого вы не увидели, потому что я ничего не снимал. Но сил уже не было вообще. Лестница. Все, пришли домой. Сушка. Выезжаем. Такая у нас лестница сегодня. Бархатная, красная. Как красная дорожка. Торжественно спускаемся. Наши железные кони. Раннее марлейское утро. Марлютра. Хороший городочек такой. Очень приятный. Вперед. Ну, конечно, булками надо закупиться перед поездом. Как это французское утро без булок? Как бы беспокоясь о том, что мы забудем, что в Британии есть горки и холмы, она подкинула нам последний перед вокзалом. Пока красивые домики, пока высокие холмы. Мы вас не забудем. Лягар, указатель. И нам выше и выше. Железная дорога проходит прямо по верху акведука, который находится в центре города, в центре старого города. А девочки наши упилили поездом часом раньше. Они здесь останавливались в этом отеле рядом с вокзалом. Так как поезд у них ну, совсем в раннюю, им повезло чуть меньше. Зато не пришлось забираться на очередной холм. Вон вокзал. Над Марле опять сгущаются тучи, но сегодня нам они уже не страшны. Приехали. Приехали. Мы будем есть булки и ждать поезда. Последний круассан по-бретонски в этот раз. У кого-то полгазам. 10 сидений для пассажиров, 10 сидений для велосипедов. Почти приехали. Париж. Плыть очень хочет. Вот мы в Париже. Как-то непривычно, шумно. На весь длиннющий поезд только 2 велосипедных места, поэтому мы ехали с девочками раздельно. Сейчас велопрокат сдавать наши горемычные велики. Париж, конечно, такой сразу непривычно большой и мощный. Такие. Вот тебе не по деревенским дорожкам ездить. Сразу куча людей, куча машин, велосипедисты. Та же Франция, да, но все какое-то другое ощущение. У нас не было на пути таких больших городов там. Самый большой Сан-Мало был. Едем на встречу с девочками. Yay! Hello. Hello. How are you? Well, we did have quite a lot of problems with the bikes. You said yourself, this is the only thing I would have. And we had a train in an hour, so we had no choice. We took whatever you gave us. Новый велосипед. Она издевается. Ну. Вам не нравится видеть другой велопрокат? Она так сказала. Так, да. Так это здесь и происходит. Но она сказала, может быть, я могу сделать вам скидку, но какую непонятно. Она сказала маленькую. Никогда не берите велосипеды в этом прокате. Никогда. Все по списочку. Начали базар. Она вас так выбесила, что сразу... Нет, у меня еще фонари не работает. Все закончилось. Хорошо закончилось. Хорошо, что закончилось. Все рады, счастливы. Скоро будет. Чин-чин. Все, пока-пока. Ну да. Хотел сказать, смотрите влог. Вы уже досмотрели. Пока-пока. Пока-пока.